Following the introduction, Следуя за этим представлением, которое было сделано, I think the most important two things to say are that I am well rested я думаю, что важно сказать две вещи. Я хорошо отдохнул. and fully hydrated. И я напился. So the next thing to say is thank you for coming. I know some of you have come great distances. И следующее, что нужно сказать, спасибо вам за то, что вы приехали, потому что знаю, что некоторые из вас проделали очень долгий путь сюда. And some of you just clearly rolled out of bed and walked around the corner. А некоторые просто с постели сполз и за угол завернул, вот и уже здесь. So I've been coaching for 30 years. Я занимаюсь коучингом 30 лет. And I worked out the other day that I'm beginning to get competent. И я как-то довольно-таки недавно пришел все-таки к такому пониманию, ощущению, что я достаточно компетентен в этом. So I'm a slow learner. Но продолжаю учиться. The point of that is that I've coached a lot, I've taught a lot, I've written a lot. Говорю это для того, чтобы вы понимали, что я много работал в этой сфере, я много преподавал, я много писал об этом. And I may sometimes occur as if I know what I'm talking about. И иногда складывается впечатление, что я понимаю, о чем говорю. This couldn't be further from the truth. Но ничего более далекого от истины быть не может, чем то, что я только что сказал. So I will make statements, I will say things. И поэтому я буду что-то говорить, я буду делать какие-то утверждения. But you should know that certainty is the enemy of learning. Но вы должны понимать, что определенность, когда мы что-то утверждаем, как что-то определенное, это враг обучения. So I've got a way of thinking about coaching. Поэтому у меня есть свой образ мышления относительно коучинга. It's my way. Это мое мышление. And what I'm here to do is to help you formulate your way. И для чего я приехал сюда, чтобы помочь вам сформулировать свое понимание коучинга. So even when I appear certain or didactic, И даже когда то, что я говорю, будет казаться каким-то таким дидактичным, таким конкретным, don't believe me. не верьте. It's for you to create your own model. Все, что будет сказано, для того, чтобы вы были способны создать свою собственную модель. It's for me to add to that model. И для того, чтобы я смог внести в свой вклад в вашу модель. And perhaps even challenge it. И, может быть, даже проверить вашу модель на прочность. So I sometimes say things that upset people because they have a way of thinking about what they do. Иногда я говорю какие-то вещи, которые людей раздражают, людей обижают, потому что это противоречит их мышлению. And they may feel challenged or even dismissed. И людям кажется, что это конкретно им брошенный вызов или конкретно их пытаются сбить с толку. And in a way, if at some point in this time together you're not feeling uncomfortable, then I'm not doing my job properly. Если за все то время, которое мы проведем с вами вместе, вы не почувствуете себя дискомфортно, то значит, что-то я не доделал. We learn at the edge. Мы учимся стоя на грани. So there's a sequence of ideas that I want to. Есть некоторая последовательность мыслей, которую я хочу вам передать. I'm not yet entirely sure in what order. Я не до конца еще понял сам, в какой последовательности эти мысли нужно излагать. But as I hear what you think and I see your responses, and I hear the things you say. Но когда я услышу, что вы будете говорить вашу реакцию, ваше понимание, then together we'll create an agenda that's productive. то вместе мы сможем выработать эффективный, продуктивный для нас план. So in a few minutes I'm going to ask you 2 or 3 questions that I'm going to ask you to think about at your tables. Поэтому через пару минут я задам вам несколько вопросов, которые вам нужно будет, с которыми нужно поработать за каждым столом. And my intention is simply to find out what interests you. Мое намерение сделать это просто для того, чтобы понять, что вас интересует.
But before that, I want to lay out some ideas. Но перед этим я хочу заложить некоторые основания, несколько мыслей высказать. So, this model, I'm going to draw it up here because that's the easiest way for me to. Я нарисую эту модель здесь, потому что мне удобнее. And the intention here is to create a whole picture of what's going on in the coaching relationship. И это для того, опять же, чтобы у нас сложилось целостное понимание того, что происходит в коучинговых отношениях. Whether the coach is a professional coach or a manager who coaches. Кем бы ни являлся коуч, или это профессиональный коуч, или это менеджер, работающий в стиле коучинга. Or even a teacher or a sports coach. Или это спортивный тренер, или это учитель, преподаватель. So clearly, when there's coaching going on, there are two people involved. Когда происходит коучинг, в нем участвуют двое. In this model, this circle represents the coach. Значит, в этой модели круг слева представляет собой коуча. And this represents the person being coached. А круг справа это человек, для которого проводится коучинг. So one of the ways that I talk about what I do, language for me is very important. The meaning of words. То, как я преподаю, для меня очень важен язык, очень важны слова, которые я говорю. Which is a problem for left. Это проблема для левого. Конечно. So because in translation some of these things. Потому что в процессе перевода некоторые сказанные вещи, они немножко отклоняются от истинного. So I've written in my own strange way. Я по-своему, в своей собственной странной схеме написал здесь the word player here. Слово игрок. This is not the word people normally put here. Это не то слово, которое обычно люди пишут на этом месте. They normally put the word coachee. Обычно они пишут обучаемый, клиент, client. However, usual word is client. Yeah. Better. Да, лучше. So in English, when you have a word that has at the end of the word ee, coachee. Значит, в английском языке, если в конце существительного стоит двойная «и», that's somebody who has something done to them. Это тот, по отношению к кому что-то производится. A divorcee is somebody who has been divorced. То есть английское слово divorcee означает человека, у которого в жизни происходит развод. They had that done to them. They were not active. Этот человек пережил вот это, развод. Это то, что было сделано ему. If you have the letters ER, если в конце слова стоит сочетание букв ER, player, they are somebody who is the active в слове player, agent. Игрок это тот, кто принимает активное участие в процессе. That's a fundamental distinction. Это фундаментальное различие. Those of us who've been involved in coaching for some time, те из нас, кто занимается коучингом уже достаточно продолжительное время, we tend to think that coaching is a noun. У нас сложилась такая тенденция, что коучинг это существительное. It's something important. It's a thing. Это что-то важное, это что-то конкретное, такая серьезная вещь. It's a verb. Это глагол. Коучинг это глагол. It's a way of doing something. Это способ, как мы что-то делаем. So when you go and try and sell coaching, когда ты идешь, пытаясь продать коучинг, the person on the other side of the desk doesn't give a damn. Человек, который сидит напротив тебя, ему по барабану, что ты делаешь. They're not interested in your definitions and your distinctions. Ему не интересны твои определения, ему не интересны твои попытки сделать то, что ты пытаешься. They don't care about NLP, neurolinguistics. They don't care about psychology. They don't care. Ему все равно твои NLP, твоя психология и все остальное, ему все равно. Coaching is a verb, it's a way of doing something. Коучинг это глагол, это то, как мы что-то делаем.
So we'll come back to, my point in saying that is to free us up. Говоря это, все это я говорю для того, чтобы дать нам некоторую свободу. Coaches get too precious about what they do. Потому что коучи слишком фокусируются на том, что они делают. It's about me, it's what I do. Это то, что я делаю. Вот то, что я делаю, это мое. No. They're the actor. Вот кто главный в коучинге. So in my model, that's the first thing that I think is important. То есть в моей модели коучинга это самое первое, с чего я начинаю. So there's a set of skills that you have to have as a coach. И поэтому есть определенный набор навыков или умений, которым коуч должен обладать. That keep this person acting. Для того, чтобы второго участника процесса, чтобы второй участник процесса принимал в этом процессе активное участие. A friend of mine had to go into Africa to teach some coaching. Один из моих друзей ездил в Африку для того, чтобы там заниматься коучингом. And he said to me, "What, Myles? These people, they're construction workers. Он говорит, те люди, с которыми я работал, они строители. How am I going to tell them about coaching?" Как я строителям расскажу о коучинге? So he said, "I've got an idea." Я ему говорю, у меня есть идея. You never know I used to be an architect. И вы даже представить себе не можете, что я когда-то архитектурой занимался. Shoelaces. Да, тут шнурки вот там есть. Coach, player. Это коуч, это игрок. Most people, you remember when you were young, maybe you read comics. Помните, когда вы маленькие были, наверное, комиксы читали? And you had the speech bubble. И там были вот эти облачка мыслей, да? And you had the thought bubble. И там, слова и все-таки и мысли в облачках. In most models of coaching, В большинстве моделей коучинга traditionally, традиционно the coach knows, коуч знает, and you don't. а вы не знаете. Right? So the thought bubble И поэтому облачко мыслей is over this person's head. оно над головой вот этого персонажа. They're solving the problem. Он решает проблему. And we love doing that. И нам это очень нравится. We're hooked on our own cleverness. Hooked. Мы на крючке Hooked. We're captivated by our own cleverness. Captivated by our own cleverness. Наша компетенция, как бы наше понимание, мы к нему очень сильно привязаны. It's for everybody. Всем видно? Okay. So clearly that's the wrong place for the thought bubble. Да, ну очевидно, что облачко мысли не должно было это быть неправильно. The thought bubble, this is a light bulb, Облачко мыслей должно быть здесь, это лампочка. needs to sit over here. Облачко мыслей должно быть с этой стороны. I am retraining to be a tennis player. Я сейчас заново обучаюсь игре в теннис. And at the local tennis center, I watch the coaches. И в нашей местной школе тенниса я наблюдаю за работой тренеров. The coaches think they are paid for words per minute. И тренеры, по моим наблюдениям, считают, что им платят за количество слов, сказанных в минуту. The kids are standing there, glazed eyes, waiting to hit the next ball. Дети стоят, у них такой отсутствующий взгляд, они ждут, когда следующий мячик прилетит, чтобы по нему стукнуть. Coach never says, "What are you thinking?" И тренер никогда не скажет, о чем ты думаешь? So how do they know what to say? И поэтому откуда ребенок знает, что ему сказать? They read a book somewhere. It had the right way to coach it. Они наверняка читали какие-то книги, они понимают, что такое правильная тренерская работа, правильное обучение игре в теннис. So I hit my client with my book. А я своей книжкой просто клиенту по лицу вот так.
That way it really sinks in. Таким образом, это дает свободу всем. So, one of the things I want to put in place today is real clarity for you about how you get the thought bubble to be over the other И person's что head. я сегодня, одна из тех вещей, которых я сегодня хочу добиться, чтобы у вас была четкая ясность, как сделать так, чтобы облачко мыслей переместилось с этой стороны на эту. Technically, that's called non-directive coaching. Технически это называется недирективный коучинг. You know this term? Вы знаете этот термин. Some do, some Кто-то don't. знает, кто-то нет. Okay. So directive, Это директивный, non-directive. это недирективный. So, no, later. Позже. So there's a set of skills. We'll talk about them. И поэтому есть определенный набор навыков и умений, мы об этом поговорим, That the coach has to have to которые должны быть у коуча для того, чтобы cause this person to do the thinking. чтобы побудить второго участника процесса, клиента или игрока, начать действовать. There's another set of skills that the coach needs to have, which is to manage themselves. Есть еще другие навыки, другой набор навыков, которые необходимы коучу для того, чтобы управлять собой. And also, when I do have a thought, when I, the coach, И также, когда у меня, как у коуча, есть мысль, have a thought about here, у меня есть мысль об клиенте, how can I say that in a way как я могу эту мысль высказать that this person can accept it? таким образом, чтобы клиент ее принял, эту мысль? I have a friend in the UK, in London, a coach. У меня в Лондоне есть друг коуч, Very clever man, очень умный человек, very frightening man. такой, который навевает страх на других. He was canoeing with his daughter, whom he loves, and his daughter fell out of the canoe into the water. Он со своей дочерью плыл на лодке, и дочь упала с лодки в воду. Every one of us in this room would have jumped in the water to save the girl. Каждый из нас, находящийся здесь, сразу прыгнул из лодки в воду для того, чтобы ее спасти. Cliff stayed in the boat. Клифф, мой друг, остался в лодке. He said, Maddie, look at me, Он ей сказал: Мэри, посмотри на меня, breathe, дыши, come to me. и, давай ко мне. Maddie got herself out of the water and into the boat. И Мэри смогла выбраться из воды в лодку. She was 8 years old. Ей 8 лет. Maddie is now 16 years old, and she's a hugely competent young woman. Сейчас Мэри 16 лет, и она очень компетентная молодая девушка. Cliff told me about visiting a client recently, and the client said, Cliff, are you always this abrasive? Scratchy. Клифф недавно посетил своего клиента, с которым он давно работает, и клиент его спрашивает: Клифф, скажи, ты всегда такой агрессивный, такой раздражительный, да, как шкурка, которая вот дерет по коже? So Cliff thought for a second and said, yes. Клифф призадумался и сказал: да. Does it matter? А это важно? No, it doesn't. Okay. Тот подумал над вопросом и говорит: да в принципе нет, так ладно. So once you're really skillful at this, Когда у тебя очень хорошо получится вот это, and you know how to attend to the other, и ты знаешь, как задействовать второго человека, it becomes possible to say things from over here that help the other person think. тогда ты приобретаешь способность, находясь на этой стороне, говорить такие вещи, которые помогут тому, кто сидит напротив тебя. No, don't tell me about that. Tell me about that. Нет, давай не будем об этом, скажи мне вот об этом. You can do that. Вы можете тогда это сделать? So 2 bits. Then, so there are 4 bits in my model. Значит, это две части, две составляющие моей модели. 2, Значит, это первая, это вторая. the relationship. И есть еще отношения.
And you, the coach, need to be able to create and manage a relationship over time. Вы, как коуч, должны быть способны построить и развивать и поддерживать отношения с клиентом на протяжении длительного времени. You know the expression, religion is the opium of the people? Вы же знаете выражение «религия – это опиум для народа». Empathy is the opium of coaches. Эмпатия – это опиум для коучинга. I'm a people person. Я человек, который расположен к другим людям. So what? Ну и что? I'm happy for you. Ну я рад за тебя. So we think that the relationship is all in trust and empathy and... Мы думаем, что отношения, они должны быть такими дружелюбными, полными доверия, эмпатии. The relationship is subservient to the job you need to do together. Но отношения, они играют вторичную роль по отношению к тому, что ты должен сделать для второго человека. And we get, you know somebody's, if you go, lots of coaching in London happens in cafes and hotel foyers. Очень много коучинга в Лондоне происходит в кафе, где-то там в лобби, в гостиниц. And you can tell because one of the people has their head at precisely 15 degrees. И глядя на эту пару, вот двух людей, которые сидят в этих местах, можно легко определить, что это те, кто занимается коучингом, потому что у одного из них на 100% голова наклонена ровно на 15 градусов. Apparently that means I'm listening. Очевидно, это означает «я тебя слушаю». So the relationship is important, you can't work without it. Отношения важны, без них работать нельзя. The psychological dynamics are important. Это не знаю, это где. So that's the third element. Динамик сверху. Вот это, that's your microphone, that's a speaker. I thought it was your fault. No, that's yours. Okay. And the fourth element is this. И четвертый элемент – это вот это вот. The danger with a coaching relationship is we think it's one-on-one. Это контекст, слово, которое там, это контекст. Опасность, существующая в коучинге, когда мы воспринимаем, коучинг – это то, что происходит между двумя людьми, между мной и тобой. But if you don't engage with the entire ecosystem, но если мы не задействуем, если мы не принимаем во внимание экосистему, в которой мы находимся, change, for instance, is almost impossible. то, например, изменение практически невозможно. I've worked with so many people, leaders, who tried to change their behavior, but the team that they're working with don't want them to, aren't interested. Я, например, работал с многими клиентами, и человек, например, руководитель, хочет измениться, а люди его окружающие, его коллектив, его команда, она в этом не заинтересована. Also, in the world that I work in, I don't use the word client because I want to make a distinction between the person that I'm coaching and my client who's paying the bill. И также я в своей работе, в своем мире, в своем окружении не использую слово «клиент», потому что я хочу, чтобы была разница, четкое различие между тем человеком, с которым я работаю, провожу ему коучинг, и тем клиентом, который платит мне деньги. The client represents the organization, they're paying me money, I have a duty, a responsibility to deliver a result for the client as well as the coachee. Клиент – это компания, это организация, которая платит мне деньги за то, чтобы я выполнил определенную работу, предоставляя услуги коучинга своему, тому человеку, с которым я работаю. So there are 4 different skill sets that as a coach, поэтому есть 4 набора навыков, можно так сказать, которые я как коуч должен обладать. I have to be able to help this person think. Я должен иметь способность помочь этому человеку думать. I have to be able to be self-aware and make interventions, feedback, challenge. Второе, я как коуч должен понимать то, что я делаю, и должен иметь способность
вмешаться, воздействовать, повлиять на вторую сторону. I have to be able to manage the relationship over time. Третье, я должен как коуч иметь способность управлять отношениями между нами. And I have to have the skills to understand the organization. И четвертое, я как коуч должен иметь навыки, чтобы понимать контекст, в котором это все происходит, понимать организацию или компанию, для которой я это делаю. One of the problems with executive coaching in the UK Одна из проблем в коучинге для руководителей у нас в Соединенном Королевстве. and I'm telling you this now because some of you may be able to find ways of not having this become a problem for you. И я это говорю вам сейчас, может быть, кому-то из вас удастся избежать этого в будущем в вашем окружении. Is that it has become organized, Потому что у нас все уже организовалось, все уже структурировалось. and large organizations have somebody in an HR role who is responsible for coaching. И в больших структурах, в больших корпорациях есть человек, который работает преимущественно в HR-отделе, который отвечает за коучинг в организации. When I started in coaching, my clients were the CEO, sometimes the HR director. Когда я начинал заниматься коучингом, моими клиентами были ведущие руководители, там, генеральные директора или руководители HR-отдела. Now the buyer is a 35-year-old, a 30-year-old who has no experience of life at the top of an organization. Сейчас моими клиентами в основном это такие 30-летние, которые не имеют понимания, что означает быть руководителем организации. So they don't know how to use the service you provide to make a difference. Они не знают, как использовать ту услугу, которую вы им предоставляете, для того, чтобы она что-то изменила в их профессиональной жизни. Their only criteria for success is whether they can knock your price down. Единственный критерий их успеха по отношению к тебе, что они могут цену сбить на то, что ты для них делаешь. So this is my model. Это моя модель. You may have already begun to think about where you need to raise your game. Может быть, вы уже начали задумываться, в каких сферах и над чем вам нужно поработать. I'm going to talk more about the skills of having the thought bubble be over here. Я буду больше говорить о том, о тех навыках, как облачко мыслей сместить с одной стороны на другую. And then, depending on where your interest is, we'll go into the other И в bits. зависимости от того, в чем вы заинтересованы, мы уже будем касаться тех сфер, которых нужно быть. Then there's this, and I'm going to stop talking in a minute. Я скоро уже перестану говорить. My wife doesn't understand that I can keep talking because she goes after 5 minutes. She says enough. Моя жена через 5 минут уже говорит, все, хватит, и она не может уже больше. Pour me another drink. Или наливает мне, чтобы я еще выпил. So the second big piece Вторая большая часть. is something that I call enabling genius. Это то, что я называю раскрытие гениальности. Here we're into problems with language about what the word genius means. Здесь опять же возникает проблема с языком, с переводом, для того, чтобы понимать, что такое гений, что такое гениальность. So when I speak about genius, it upsets some people Когда я говорю о гениальности, некоторые люди обижаются. because they say no, not everybody can be a genius. Потому что они сразу же говорят, нет, не каждый может быть гением, Only a few. только некоторые. So I wonder, is there an organization in Switzerland, in Geneva, Я думаю, может быть, где-то в Женеве, в Швейцарии, есть организация, that decides where the bar is которая определяет, где эта рамка верхняя, and who gets to be above the bar? кто может Genius. как бы пересечь эту границу и войти в категорию гений. Genius, not genius. Гений, не гений. Сертификат в Genius. Там сертификат в Genius. Я Yes, сертификат. I'll give you one afterwards. Lots of them. Я уже выдам, у меня много. I want, and that, like all organizations in Geneva, it's probably corrupt too. Я думаю, что все организации в Женеве они тоже коррупционны. I can say that because my wife comes from Lausanne. Я могу об этом говорить, потому что моя жена вообще из Лозанны родом.
So last time somebody said, no, genius is only for the few. В прошлый раз, когда какой-то человек сказал, нет, гениальность это только для избранных. I said, let me just check something. Я сказал, давай кое-что уточним. Okay. So does everybody have potential? У каждого человека есть потенциал. And the gentleman looked at me and said, yeah. Человек посмотрел на меня и говорит, да, конечно. So you're telling me that everybody has potential, but it's capped, just short of genius. Я ему говорю, ну, потенциал, значит, есть у каждого, но он как бы, ну, в какие-то рамки заключен. Большинство, он просто ниже уровня гения. He wasn't so sure anymore. Он уже больше не был уверен в своих ответах. So I'm going to create a story, an argument that says genius is available to everybody. И поэтому я начинаю дискуссию, начинаю обсуждение темы для того, чтобы, опять же, мы пришли к пониманию, что гениальность доступна каждому. So that bit will come in the afternoon. Эта тема у нас будет после обеда. And my reason for doing that is that increasingly people are coming to me for coaching where this is the foundation, but they really want to achieve excellence. Причина, по которой я занимаюсь этой темой, потому что все больше людей приходят ко мне вот в таком состоянии, когда облачко мыслей с той стороны, и они хотят развиваться, они хотят достигать высших уровней в том, что они делают. So I needed to have a model, a scaffolding. И поэтому мне необходима модель, мне необходимы вот эти строительные леса, that would allow people to explore the upper reaches of their potential. которая позволяет людям исследовать более высокие уровни своего потенциала. So that's what enabling genius is about. То есть вот о чем моя работа раскрытия гениальности. So, Итак, I wonder. I was going to be rude. хотел грубую вещь сказать. I notice in Russia people are, anytime somebody speaks, they make a speech. Я понимаю, что вот, ну, русские, по крайней мере, они, начиная что-то говорить, все это превращают в такое длительное выступление. So nobody laughed. И никто не посмеялся. So I know, I'm not stupid, I'm Irish. Я являюсь не дурак, я понимаю, что это украинцы не русские. Браво. Same difference, but on a different scale. Same difference, but on a different scale. То же самое, только в другом масштабе. So I want you to have a conversation at your table. Я хочу, чтобы вы сейчас поговорили об этом за своими столами. Relatively quick, and then to hear a little bit from each table, Достаточно быстро. so I know where your И thinking чтобы is. мы услышали от каждого стола, чтобы я понимал, как вы и о чем вы думаете. And I want to know. So these are the questions for the table. Это вопросы для обсуждения. When you signed up to come here, Когда вы только записывались на этот курс, на этот семинар, когда вы решали, что вы пойдете сюда, what was it you were hoping to get from today? что вы хотели, что вы надеялись получить от этого семинара? Second question. Это первый вопрос. Now that you've heard me speak a little about what I'm going to do, Теперь вы немножко уже услышали от меня, что я собираюсь делать, о чем я собираюсь говорить. what's interesting now? Что вам интересно вот сейчас? Что вы хотите получить сейчас? So the intention in the exercise is just for you to reflect a little and then to tell me a little bit about what you're thinking. Это небольшое упражнение для того, чтобы мы подумали о том, как это нас, о себе, и чтобы я услышал о том, что действительно вам интересно. Thank you. 5 минут. It would be good to hear just a few things about what is of interest. Было бы хорошо услышать каждый человек буквально несколько мыслей по поводу того, что вам интересно сейчас. Who would like to say something? Кто первый? У нас есть мысли нашего стола основные. Микрофон, да? Да, давайте.
Наши... Я вам поближе. Итак, у нас есть 6 основных мыслей, да, почему, что мы очень хотим сегодня узнать. Каким образом, я даже не знала, что у нас такие есть, каким образом раскрыть и распознать гениальность? How to discover genius. Is it possible to see the people that just know? Инструменты, методы коучинга, возможно, какие-то есть особенные, которые вы применяете, может быть, любимые. Английские. Английские. Very English. Irish. Конечно же, очень хочется узнать разницу подходов. Да? Возможно, мы сейчас, вот, поработая с вами день, какие методы, как вы работаете в UK и в Украине. Я выключил свет. То есть разница подходов, личностные особенности player, да, игрока. То есть как вы работаете, если человек, ну, там, я не знаю, очень активный, либо наоборот очень пассивный. Меняются ли ваши подходы от этого? Работая с игроком, применяете ли вы в 100% только коучинговые инструменты или также наставничество, консалтинг? Ну и, конечно же, очень хотим ваши секреты, как вы работаете с пассивными игроками. Спасибо. Ну, кто еще? Давайте, просьба не повторяться, а вкратце. Из того, что у нас самое часто встречалось, это вообще увидеть Майлза, увидеть, как он работает, скопировать мастера. Также многих интересует вопрос про раскрытие человека, раскрытие гениальности, повышение эффективности обучения. Ну и техники, как это делать. Все хотят техник, философия, история, мало кого интересует. Сейчас все это. Здравствуйте. Нашему столу очень понравилась ваша история о друге, который не пошел спасать свою дочь, а тем самым дал возможность дочери проявить свои лучшие качества и сделать это самостоятельно. И это очень хороший пример, который можно применить на самом деле на все сферы жизни. Когда мы не бросаемся кого-то спасать, а верим в потенциал человека и своей моделью поведения он как бы проявляет свои лучшие качества и достигает лучшего результата. Вот хотелось бы об этом поподробнее, как вести непосредственно человеку, коучу, менеджеру, вот как ему вести, чтобы не броситься спасать, а поверить человека. Может быть, есть какая-то грань, когда пора спасать, а когда все-таки нужно не спасать. И второй вопрос. Да, это был первый. И второй вопрос по поводу облака. Вот как все-таки, чтобы вы поделились инструментами, как эффективно переместить, передать, сфокусировать облако мыслей у плеера. Спасибо. Столик, кто занимали ваши песни. Приветствую всех. Во-первых, хотел бы привнести теплоту из Азербайджана, из Баку в сегодняшнюю пасмурную погоду. Наверняка мы самые близкие, как кто приехал, не из-за угла. Что бы наш стол хотел узнать сегодня, это первое, то, что все хотели, это алгоритмы познания гениальности.
Второе – это европейский взгляд на коучинг. Здесь у нас есть книга, которая сейчас считается раритетом. Она вам знакома, ваша книга. Одно дело читать из книги, другое дело слушать от автора. И некий элемент, когда одно и то же слово, это и в коучинге мы тоже применяем, когда ты слышишь от человека, который не продвинутый, хотя мы знаем, все продвинутые, не каждый об этом знает, но действительно от продвинутого человека одно и то же слово означает чуть-чуть по-другому, даже не чуть-чуть, меняет полностью мировоззрение. И мы хотели бы услышать те же самые техники, которые знаем от вас, и оно у нас поменяло наше мировоззрение полностью. И в завершение это новые техники от первоисточника и бизнес-коучинг. Спасибо за это. Очень интересный момент, скажем так, когда, исходя из потребностей игрока, клиента, заставить его, или не заставить, а подтолкнуть его действовать в том направлении, которое нужно ему, то есть научиться понимать, исходя из того, что дал тебе этот плеер, игрок, информацию, направить его же в том направлении, которое ему нужно. Вот согласно той схеме, которую вы показывали. Так. Еще кто-то желает, чтобы сейчас были на So one before you speak, 1 second. There's a part that what I'm going to do next is about planting a seed that I'm going to come back to. Следующее, вот возвращаясь к тому, что за этим столом было сказано, я собираюсь такое семя посеять, к которому мы позже вернемся, да? So my friend Cliff, Мой друг Клифф, with his daughter, и тонущая дочь, да? when I need some help, Когда мне нужна помощь, I phone Cliff. я Клиффу звоню. So everybody needs coaching, doesn't you? То есть коучинг нужен каждому. And sometimes when everything's in chaos, Когда вокруг хаос, I ring Cliff. я Клиффу звоню. And I talk a bit, Я немножко говорю что-то, and then he says these words. и потом он говорит такие слова. He said, well, Myles, what do you need to think clearly about? Он говорит, подожди, Майлз, о чем тебе нужно, как ясность, в каких мыслях тебе нужна, о чем тебе нужно ясно подумать. All these things, Trevor. Все это вокруг, столько всего. I need to think clearly about that. И я понимаю, что мне нужно четко подумать именно вот об этом, в чем-то одном. That way, I take responsibility. That way, my coach knows. Таким образом, я беру на себя ответственность, я принимаю на себя ответственность. Таким образом, коуч понимает. Big question. Это очень важный вопрос. There's no content in the question. В этом вопросе нет содержания. Нет информации, можно сказать. Да? Он ничего не дает этого вопроса человеку. So, I'll come back to this. К этому я вернусь. First of all, good morning, and I have just two questions. The first one, where did you get inspiration? Probably sometimes you feel exhausted. Откуда вы, как циклично черпаете вдохновение? Ты кому сейчас, Майк? Это вам, я вам не понимаю. Хорошо, доброе утро всем. У меня два небольших вопроса. Первый вопрос – это где вы черпаете вдохновение, да? То есть, как бы, возможно, тоже есть периоды, когда чувствуете себя уставшим и так далее. И второй вопрос – есть ли у вас свой коуч, да? Как часто прибегаете к его услугам? Спасибо. Thank you. Спасибо. Нормально. Говорите, да? Доброе утро, Майлз, доброе утро, коллеги.
коллеги, у нас есть несколько вопросов, которые касаются в первую очередь модели бизнес-коучинга и максимального вовлечения игрока с точки зрения работы с возможными его сопротивлениями, вхождением в тупиковые ситуации, когда человек не видит возможности развиваться дальше. И также второй вопрос – это развитие гениальности в контексте развития коучинга топ-руководителей компании. Спасибо. The reason I said that empathy is the opium of coaches earlier. Причина, по которой я раньше сказал, что эмпатия – это опиум для коучинга, is that often when coaching, we end up coaching out of fear. часто коучинг проводится из-за страха. Мы чувствуем страх, и поэтому мы это делаем. Fear that the coach won't like us, the coachee, the player won't like us. Мы, как коуч, боимся, что мы не понравимся нашему игроку. That if I say this thing, I'll damage the relationship. Что если я это ему скажу, я этим самым причиню вред нашим отношениям с человеком. So we end up often having things that to a great friend we would say. Очень часто мы попадаем в такую ситуацию, что я бы сказал это хорошему другу, But we've made up a rule that you can't say them to somebody you're coaching. но мы почему-то себе создали такое правило, что другу я это могу сказать, а человеку, с которым коучинг провожу, не могу. So if you've got a player who's resistant, here's what you do. Если, например, вы чувствуете сопротивление со стороны игрока, то вот что можно сделать. You say, why are you resistant? Вы задаете ему вопрос, что ты упираешься? And if they get up and leave, you've saved yourself an awful lot of headaches. Если он встал и ушел, вы просто избавили себя от головной боли в будущем. Now there are better and worse ways of asking the question. Есть, конечно, более лучшие и худшие способы задать тот же самый вопрос. Senior people in organizations who are sociopaths. Есть старшие руководители больших компаний, социопаты, по сути, которым нельзя такое говорить. So you might say something like, rather than, why are you resistant? То есть вместо того, чтобы говорить, что ты уперся, you might say, I think I'm noticing можно сказать, some resistance. мне кажется, что я замечаю некоторое сопротивление с вашей стороны. Or I have one of my colleagues that says these words. She says, I have a fantasy about this situation. Или одна моя коллега говорит такие слова. Говорит, я вот... У меня есть некоторое представление о сложившейся ситуации. So I'm imagining this stuff. То есть я представляю себе, я это делаю, я создаю себе вот эту картинку. So the other person doesn't have to buy it. То есть второй не обязан с этим соглашаться, это принимать на свой счет. It's not the truth. Это неправда. I have a fantasy that you're being resistant here. Я представил себе, что ты сопротивляешься тому, что сейчас происходит. So, and we need to talk more about this, but the main point Об is that этом можно больше говорить, но главное, while I am counseling an approach that's about listening and asking questions, в то время, когда я как консультант, да, это такой процесс консультирования, я выслушиваю, я задаю вопросы. Sometimes you have to respond from what you are seeing and feeling and respond directly. Иногда нужно реагировать на то, что ты видишь, что ты чувствуешь, и реагировать напрямую. It's not a loving thing to not tell somebody something important. Это не проявление любви по отношению к человеку, не сказать ему что-то важное. That's not empathy. Это не эмпатия. That's protecting yourself. Это самозащита, это когда мы защищаем сами себя. Remember, certainty is the enemy of learning. So do not believe me for a minute. Конкретность – это враг обучения, поэтому тому, что я сказал, уже сразу не верьте. Нам интересно также именно раскрытие потенциала у детей.
Как гениально институте, как увидеть и раскрыть. Don't get in the way. Не трогайте детей. Нет. Нет. Ну, по сути, Саша, да, правильно. Молодец. Teacher spell that yeah. Sorry. Yeah, translate it. Yeah. А из какого возраста тогда не трогать детей? We'll come back to this. К этому мы вернемся. Thank you. Спасибо. И от нашего стола два таких направления. Первое направление о самом коуче. Вы говорите, как поддерживать свое состояние, особенно когда разговариваешь с контекстом, да, с клиентом. И оставаться в самопрезентации. И здесь важны ваш опыт и ваши примеры. И второй момент, это уже от такого плеере, да, как развивать гениальность, как иметь выдержку перехода от директивного в недирективное. И как сдвинуть облако мысли в сторону плеера. Кому-то еще микрофон нужен? Кто-то столько еще не говорил, по-моему. Все? Все сказали. Good. Thank you. Продолжаем. Спасибо. So immediately there's one thing to say. Сразу же чувствую необходимость сказать следующее. Are you familiar with the term flow? Вы же знаете, что такое поток? So flow refers to a mental state. Поток – это такое состояние сознания человека. The term flow was first established by Mihaly Csikszentmihalyi. Термин поток был впервые озвучен Михаилом Csikszentmihalyi. Who was professor of psychology at the University of Chicago. Профессор психологии в Чикагском университете. And his first book was called Flow: The Psychology of Happiness. Первая книга называлась «Поток. Философия успеха». And he later changed it to The Psychology of Optimal Performance. Потом, позже он изменил название книги и написал «Философия оптимальной эффективности, оптимальной результативности», как это. So he identified a mental state. То есть он дал определение состоянию сознания человека, where people tend to be highly focused. Когда человек максимально сконцентрирован, сфокусирован на чем-то. Where there tends to be a certain level of challenge, so you're engaged. Когда есть определенный уровень вызова, который человек чувствует для того, чтобы постоянно стремиться этот вызов преодолеть. Where there's almost no conscious interference. Когда нет почти никакого осознанного вмешательства. Okay, so you find that a lot in sports people, in the performing arts. Это много можно увидеть в спорте, в искусстве, там, музыке. I've said enough about flow. You know what I'm talking about. Понимаете, уже достаточно сказал, да, что такое поток, вам понятно все. See, my question was, before Csikszentmihalyi said there's this thing called flow. Вопрос у меня такой: ведь до того, как Csikszentmihalyi определил это как поток, was nobody in flow? Что, никого в потоке не было? See, I've got a different point of view. Most people, sports psychologists and the psychologists, talk about getting into flow. У меня немножко другое понимание этого, потому что, например, психологи в спорте говорят, что в поток нужно войти. I'm not in flow. Я не в потоке. I have to get into flow. Я должен войти в поток. That's the current model. То есть это современная модель. And sports commentators, they say, oh, he was just in the zone. И
Или как, например, комментатор во время матча говорит, он просто играет, ну, как от себя. It's magic. Это как будто какое-то волшебство. You were born to flow. Ты был рожден в потоке. We evolved into that state. И мы развиваемся, ну, развиваясь, достигаем этого состояния. It's there all the time. Поток постоянно есть. It's in you right now. Он в тебе прямо сейчас. The problem is, Проблема the minute the poor child sitting in the cot, the minute that the newborn baby is there, some idiot puts their head over the cot and says, "Oh, what a pretty thing." В тот самый момент, когда ребенок лежит себе спокойно в своей колыбельке, и когда какой-то странный человек голову свою наклоняет и говорит, ой, какой милый ребеночек. В тот самый момент это все и ломается. Completely fucked. From that moment. С того самого момента уже все испорчено. I should be pretty. Милым ребеночком. We were doing a little experiment, and we found out Мы проводили некоторые эксперименты, и that мы, в принципе, пришли к выводу. There are about 5 chemicals present in the brain when a person is in flow. Что есть 5 химических веществ, которые вырабатываются в мозге человека, которые есть в мозге человека, когда он в состоянии потока. They are also present in the child's brain at birth. И также этот же точно состав, эти 5 химических веществ, есть в мозге ребенка в момент его рождения. You are born to flow. Ты родился в состоянии потока. Genius is present. Гений уже есть. Then society gets in the way. И потом в этом вмешивается общество. See, those people in England, they are older and they wear blazers with brass buttons. В Англии это такие уже пенсионного возраста дяденьки в синих пиджаках с золотыми пуговицами. They are minor members of the establishment. Это меньшинство в обществе. The establishment does not want you to think you're a genius. И потом вот этот вот истеблишмент современный не хочет, чтобы ты думал, что ты гениален. Because then you wouldn't do as you're told. Потому что тогда ты не будешь делать то, что тебе сказали. You wouldn't die in the trenches. Тогда ты не будешь отдавать свою жизнь в этих окопах. You wouldn't die in the factories. Да ты не будешь расходовать свою жизнь на этом заводе. Or the coal mines. Или в шахте. True? Правда? True. So the heart of coaching. How to identify genius? Как определить, как распознать гения? Ask them. Спроси. We'll come back because there are more specific ways of asking. Мы вернемся к этому потом, потому что есть более конкретные способы, как об этом спросить. So I'm coming to here this morning, and I'm waiting for my hosts to pick me up. То есть я сегодня утром проснулся, был готов, чтобы за мной заехали и меня забрали. And I noticed the voice in my head and what it's saying, and I noticed how I'm feeling. И я обращаю внимание на то, что мне внутренний голос говорит, голос в моей голове, обращаю внимание, что мои чувства мне говорят. Am I going to perform well? А смогу ли я хорошо выступить? I'm feeling anxious. Я как-то начинаю беспокойство чувствовать. And then the key to flow is to remember flow, that you were born to flow. Ключ к состоянию потока, чтобы ты не забывал, что ты был рожден в состоянии потока. Because that's bigger than my anxiety. Потому что это состояние больше, чем мое беспокойство. And my reason for asking you what you were thinking was so that we could get into flow together. И моя цель того, что я спросил вас, чего вы ожидаете, что вы хотите знать, для того, чтобы мы вместе смогли вернуться в это состояние. So my first job as a coach is to show up in flow. И поэтому моя первая задача как коуча – это прийти в потоке. Focused. Сконцентрирован. And that means simple things sometimes. И это иногда означает простые вещи. I write meeting notes after meetings. Yeah? I write meeting notes after coaching. После сессии коучинга я обычно делаю запись.
о том, что... I hate writing meeting notes. Я очень не люблю писать эти отчеты, да, о коучинговой сессии. So sometimes I've sent them late. Иногда я слишком поздно их отправляю, эти записи. Sometimes the meeting wasn't. Send them back to the client. Клиенту. Yeah. Ну, отчет о коучинге. Я your report, yeah? Отчет. So if I have done that late or not very well, I might show up in the meeting saying, oh my God, he's going to think I'm an unprofessional person because I sent the Если я meeting. слишком поздно или не доработал, не такой отчет составил, я могу прийти на следующую сессию с такой мыслью, ой, я не справился, у меня и в этот раз плохо получится. So I make sure that nothing gets И поэтому я прилагаю максимум усилий для того, чтобы все вот это негативное не влияло на то, как я приду на следующую сессию. My first job as a coach is to be in flow. My second job. Моя первая задача как коуча — быть в потоке самому. What's the second job? И вторая задача — help the player to get into the... You don't need to know anything else. Больше ничего знать не нужно. Это второе, что вы только что сказали. Помочь клиенту, игроку быть в состоянии потока. When they're in flow and you say, what do you need to think clearly about? Когда он в потоке, и ты его спрашиваешь, о чем тебе нужно ясно подумать, на какой мысли сфокусироваться больше. When they're in flow and in that moment they will have access to their intelligence. Когда он в потоке, он будет иметь доступ к своему интеллекту, their intuition, к своей интуиции, their creativity, к своему творчеству, all of that stuff. Ко всему этому. You don't have to do anything. Тогда вам nичего не нужно делать. Listening helps. Слушание помогает. In flow, that happens. Это происходит в потоке. Okay. So thank you for your statements of interest, your observations. Спасибо вам за все те мысли о том, что вы сказали, что вас интересует, все ваши наблюдения. So you've kind of given me a sense of the thread through the rest of the day. Это немножко помогает мне определиться, что мы будем делать на протяжении остального дня. Please, if you have a question that's getting in the way of your listening and attending, ask the question. Если у вас возникает какой-то вопрос, и он мешает вам дальше слушать и быть внимательным, пожалуйста, лучше задайте его сразу. If you have an insight, please share it. Если у вас инсайт какой-то возник, пожалуйста, поделитесь. But also help me in keeping momentum through the day. Но также помогите мне сохранить вот это вот движение, вот эту последовательность движения вперед. Чтобы у нас был диалог, но также чтобы сохранял направление. This one of my inspirations. По поводу вдохновения. My first inspiration is flow. Первое мое вдохновение — это поток. I'm in touch with that. I don't need any other inspiration. Если я в таком состоянии, мне вдохновение не нужно. But there have been certain people along the way who've aided the flow. Но опять же были в процессе жизни люди, которые содействовали тому, чтобы я был в потоке. One, his name is Timothy Galway. Один из них — это Тимоти Голдвей. He wrote a book. 1973. В 1973 году он написал свою книгу. The Inner Game of Tennis. Внутренняя игра в теннис. So I'm a tennis player. Tim is a tennis player. Я играю в теннис. Тимоти играет в теннис. His second name is Galway. Его фамилия правильно произносится Галвей. Galway is a city in Ireland. Это город в Ирландии. He likes to pretend sometimes that he's Irish. Иногда он как бы косит под ирландца. He's not. He's American, and that's a very different thing. Он не ирландец, он американец, и это две огромные разницы. We will save them from themselves eventually. Мы в конце концов спасем его от самого себя. But this is one of his key ideas. Но это одна из его ключевых идей. Performance is equal to potential minus interference. Результативность равняется потенциал минус помехи. When there's lots of interference, there's no flow. Когда помех много, потока нет. When interference is diminished, there's flow.
Когда помехи, количество помех уменьшается, то поток становится сильнее. Точнее, мы приближаемся к состоянию потока. There's nothing getting in the way. Тогда нам ничего не мешает. You can actually make this remark that's in the book. Yeah. Sometimes this word has been translated as intervention. В переводе на русский вот эта формула переводится как результативность, потенциал минус вмешательство. It's not that. Это не вмешательство. Interference has another meaning, which as a radio engineer you will understand. Вот слово interference это как помехи, которые, мне как радиоинженеру понятно, помехи в радиосигнале. Это шум вот такой посторонний, да, это не вмешательство. Fear and doubt. Это страх, это сомнение. I'm not good enough. У меня не получится. I'm not worthy. Я недостоин. How do I do this? А как мне вообще это сделать? All interference. Все это помехи. Can I ask you to stand up? Могу я попросить вас встать? We need to get into pairs. Нам нужно разбиться на пары. But но very specific. Очень конкретно. I want you to find somebody who's approximately the same size, weight, shape, gender. Я хочу, чтобы вы нашли человека, который приблизительно одного с вами пола, размера, веса, роста. Approximately. Приблизительно. Experiment. Мы проведем некоторый эксперимент. And there's a health and safety component to this exercise. В этом упражнении есть некоторый элемент безопасности и защиты здоровья участников. And Anton and I are going to demonstrate what you need to do. Мы с Антоном вам покажем, что вам нужно будет сделать. Then we'll stop and we'll make an assessment of your performance. И потом мы сделаем паузу и проведем оценку результативности того, что вы сделаете. And then we'll demonstrate again. И потом мы снова покажем это. A second approach. Второй подход. And then you'll repeat the experiment. И потом вы повторите эксперимент. And we'll make a second assessment. И потом мы повторим оценку. Да. So it's important, first of all, you understand you're not at risk. Да, чтобы не напрягался, что тебе. So we have to make sure you can see. We have a task. Чтобы всем было видно, что мы делаем. And the task is to bend my arm. Ну, хорошо, пожалуйста, все найдите место, чтобы вам было видно. Идите ближе. Okay, still with me? Still with me? Смотрите. There are important bits here in terms of. Здесь важный элемент. So the first thing to do is this. Your hand is underneath my wrist. Значит, его рука под моей рукой. Not underneath my hand. Не под кистью, а под запястьем. Because that might hurt. Потому что иначе можно повредить запястье. And that's okay amongst consenting adults in private. It's very innocent. Это можно в частных, более личной обстановке. Это позволительно, но не. Да. So, second hand. Вторая рука здесь. Above. Сверху. Okay. So. Your job is to bend my arm. Значит, твоя задача согнуть мою руку, правило второе в эту сторону. Right. Second thing is you're not allowed to snap or jerk. You apply the pressure не резко, progressively. плавным воздействием, не резким движением. So my job is to resist. А моя задача сопротивляться. Go. Change roles. Меняемся местами. Arm straight. This bit facing up towards it. Ладонь вверх, рука полностью выпрямлена. This bit, you're
pointing upwards. Да, и значит, ну, If it внутренней has an стороной side, руки. like if it's like that, then we end up waltzing, Если, which is fun, but если рука будет повернута, тогда мы будем по кругу Underneath the вращаться. wrist. Это прикольно, но не сейчас. when you say go, Когда ты скажешь ну, давай, то скажешь go, то я начну. Ты сможешь, Антон. very nice. Okay, in your pairs, have some space both ways. Делайте сначала один, First question. Вопрос первый. Who managed to keep their arms straight when you were who managed to Кто keep their arms смог straight? удержать свою руку, что ее не согнул ваш партнер? That's a lot. Normally, you guys are being far too nice. So normally it's about 20%. It's about 30%. Обычно процентов 20, у нас получается тут где-то 30. When you were in this role, Когда вы, значит, вам руку сгибали, how much energy were you using on a scale of 1 to 10? сколько энергии вам нужно было потратить по шкале от 1 до 10, чтобы вам руку не согнули? 10 is all you got. Where were you? 10 это все силы. 8, 9. Okay, so most towards the top. У большинства, да, такие показатели. Итак. Second go, right? Значит, вторая попытка. The external activity remains the same. So Mr. Galway's book was called The Inner Game of Tennis. Значит, эта книга Тимоти Голлей называлась «Внутренняя игра в теннис». Which suggests an outer game. Это означает, раз есть внутренняя, значит есть и внешняя. So the outer game stays the same. Значит, поэтому внешняя игра, то есть внешнее воздействие остается таким же. But what I'm going to do here is different. Но что я сделаю здесь, в этой позиции, оно будет другим. And what I really want you to do is in this exercise is simply because what I'm going to say, I'll start that again, make it easier for you. What I'm going to say here is counterintuitive. То, что я скажу сейчас, оно противоречит интуиции. But give it a try. Но я попробую. Okay. So here's the first bit. Значит, вот первая часть. When you're in this role, когда вы в этой роли, I don't want you to try and keep your arm straight. Я не хочу, чтобы вы пытались удержать свою руку прямой. I want you to intend that your arm will stay straight. Я хочу, чтобы вы представляли, что ваша рука остается прямой. But there's a difference between. Намеревались сохранить свою руку прямой. Sorry. There's a difference between walking and trying to walk. Есть разница между ходьбой и попыткой ходить. That's hard. Это трудно, это больно ноге. Whereas I can walk more or less gracefully. Или я могу without trying. Свободно, без напряжений, без попыток идти, просто идти. So don't try. Поэтому не пытайтесь. Second, trust. Второе, доверяйте. Trust that your arm knows what to do. Доверяйте тому, что ваша рука знает, что ей нужно сделать. Which muscles to use. Какие мышцы рука должна задействовать. And exactly how much energy to use. И рука ваша точности знает, сколько силы ей нужно затратить, чтобы оставаться в прямом положении. That's difficult to compute. Сложно это все просчитать. So, don't worry. Не переживайте. Imagine that coming out of the end of your arm, there's a laser beam. Представьте, что у вас из руки исходит лазерный луч. I'm going to focus the laser beam on something, and I'm choosing the thermostat on the left on the wall over there. I'm focused.
направить, определить, в какую точку ваш луч будет попадать, я, например, выбираю слева вот этот вот термостат на стене. And during the exercise it may move a bit, but my intention is to... Он немножечко может сдвинуться, но я как бы буду целиться туда на протяжении всего упражнения. Is to break the thermostat. Чтобы поломать эти оборудование. So when you've got the best beam that you can get, I want you to give it a color and make it more intense. Когда вы сможете самым лучшим образом сформировать свой лазерный луч, я хочу, чтобы вы придали цвет этому лучу и чтобы вы сделали его свечение этого луча немножко более ярким, добавились мощности. And then say go to your partner. И потом сказали давай своему партнеру, чтобы он начал ломать вашу технику. Go. You can start. Начинай уже, ну. Get the exercise? Все, поняли, да? Get the best beam you can get. Trust. Say go. Получилось More stranger for longer. или дольше удерживать ее прямой. So I've gone up to 70-80% of the road. Ну, 70-80%. So, okay. How much energy were you using on a scale of 1 to 10 seconds? Сколько сил вы потратили по шкале от 1 до 10? So, massive increase in performance. То есть это значительное повышение результативности. For a fraction of the effort. Не прикладывая особых усилий. So, thank you. Антон, спасибо за помощь. Ready? Готовы? Ready to go? Готовы продолжать? I've no idea how that works. I just thought you should stand up. Я вообще не понимаю, как это все произошло. Я просто хотел попросить вас встать. Hold your arm out. Протяните руку. As if you were trying to keep it. Как будто вы стараетесь удержать ее прямой. Really, really try. Очень сильно старайтесь удержать ее So прямой. here's the first thing I noticed. Lots of people clench their fists. Вот что первое, что я замечал, что многие люди, стараясь удержать руку прямой, сжимают кулак. To keep this joint straight. Чтобы сустав был в прямом положении. Lots of people tense their faces. Многих людей напряжение мышц на лице. All the way down through the body. People get cramped in their toes, trying to keep their arms straight. По всему телу напряжение. Люди пальцы на ноге начинают сжимать, собирать кулак, чтобы рука прямой оставалась. Again? Еще раз. People do this thing. Люди делают так. They stop breathing. Перестают дышать. For those of you in the room who are less intelligent, that's not cool. Для тех, кто не сильно умный в зале, это вообще не круто. You need to keep breathing. Нужно же дышать. Hold your arm out once more. Еще раз руку вытяните. Really try and keep your arm straight. Вот на самом деле, вот приложите все усилия, чтобы рука была прямой. Put your attention on this muscle here, the bicep. Бицепс, вот напрягите бицепс. When you really try, what happens in that muscle? Когда вы очень сильно пытаетесь руку удержать прямой, что в бицепсе происходит? Тоже напрягается. It's working. It's working. Бицепс работает. What's the function of this muscle? А функция сгибать. This muscle has one function. Одна функция бицепса – это сгибать руку. You are working for the enemy. То есть вы работаете на врага. Sorry. Он не враг, но вот. That's fucking crazy. Безумие. There's only one. See, here's what happens. Вот что происходит. Second time you do it, the only muscle that will keep your arm straight kicks in. Второй раз, когда вы это делали, у вас включается единственная мышца, которая держит руку в разогнутом состоянии. Tricep. Трицепс. Right? All the others are relaxed. Все остальные расслаблены. And one arm is better than two arms. И одна рука лучше, In that чем moment. две в тот момент. So that isn't a story about power. Это история не о силе. It's a story about learning. Это история об обучении. The minute you switched from trying, в тот момент, когда ты переключаешься от попытки,
and got focused, от усилий и фокусируешься конкретно на задаче, your body immediately and instinctively learned what it needed to do. твое тело моментально и инстинктивно понимает, учится тому, что ему нужно сделать. This muscle kicked in. И включается нужная мышца. I didn't tell you to do that. Я вам этого не говорил, чтобы вы все это сделали. All I did was get you into flow. Все, что я сделал, как бы ввел вас в состояние потока. That's it. Все. I understand. Что вы вернулись. I understand that I'm in a different time zone. Я понимаю, что я живу в другом часовом поясе. I wasn't aware that time went slower here. Я не чувствовал, что время здесь идет медленнее. Your 15 minutes Ваши 15 минут. is my 25 minutes. Это мои 25. And they say time speeds up when you're having fun. I don't know. Ну и говорят также, что когда тебе интересно, то время ускоряется. Ну, наверное, так и есть, но не до конца уверен. Thank you. Спасибо. So where I'm steering this is Куда, к чему я все это веду? What can you do as a coach, as a manager? Что вы можете как коуч сделать в качестве менеджера? To ensure that in the conversation you're having, the coaching conversation, чтобы обеспечить то, что в процессе коучинга, в процессе разговора, общения, the person you're working with is in flow, тот человек, с которым вы работаете, был в потоке, so they can do their best thinking. для того, чтобы у него лучше всего получалось мысли, чтобы мысли работали активнее всего. I've just decided to do this the wrong way around. Я только что принял решение сделать все наоборот. So bear with me. Поэтому оставайтесь со мной. Because I think if I do this, Я подумал, если я сделаю вот это, it will provide a better context for the next, то это даст лучший контекст для того, что будет потом. I'm an artist. Я же художник. What's that? Что это? Snake. Змея. Road. Way to the goal. Well, it's whatever you want it to be, frankly. В принципе, это то, как вы это назовете. But no, in my world, Но в моем мире this is a river это река. from 33,000 feet. From 33,000 feet. Река с высоты 11 километров. So I was in flow in an aeroplane. Я был в потоке. Я находясь в самолете. Seat 4F. Место 4F. Looking out the window. Смотрел через иллюминатор. Flying into Austin, Texas. Подлетал к городу Остин в штате Техас. Trying to help the Americans. Пытаясь с надеждой помочь американцам. And I was thinking about thinking. И я думал, размышлял о мышлении. How does that work? Как оно вообще работает? And then I saw this. И потом я вот это увидел. And there've been some words in my head for a few weeks. И на протяжении нескольких недель в моей голове крутились некоторые слова. And the words were thinking unfolds. И слова это мышление неограниченное или мышление раскрывающееся. It's like a big bundle of nonsense. Это как огромный какой-то клубок чего-то непонятного. You find the thread. И потом ты находишь нитку. You undo the knot. И ты там развязываешь узелки, распутываешь узелки. If you're in flow, thinking unfolds. Если ты в потоке, то твое мышление раскрывается. And I was thinking that
This is thinking unfolding. И я подумал, что вот это как раз пример вот этого раскрывшегося мышления. And I was thinking that if I was an engineer, Я думаю, если бы я был инженером, I'd say that's a really stupid way of thinking. я бы подумал, это какой-то вообще глупый способ мышления. You go over there, you come over here, you. Сначала туда идешь, потом туда, вот это все так. That's a crazy way. Это ненормальное мышление. I'm an engineer, I know, let's build a canal. Я же инженер, я знаю, как надо, прокопаем канал. That'll be much quicker. Это будет намного быстрее. See, the engineer's perspective isn't helping. Перспектива или взгляд инженера не приносит пользы. This is a straight line. Это прямая линия. Truly. Almost completely straight line. Это почти что полностью, абсолютно прямая линия. From ground level. На уровне горизонтали это прямая. It's a straight line, pretty much. Это from high to low. Почти что прямая по высоте, ну, абсолютно прямая. That's what water does. Goes from high to low. Это так вода двигается с высокого места в более низкое. And if you buy the notion that thinking unfolds, then maybe these deviations are necessary. И если вы соглашаетесь с идеей, что мышление раскрывается, то, может быть, вот эти смены направления движения, они необходимы. Somebody very dear to me, один человек, который мне очень близок и дорог, a woman I know suffers from depression. Женщина, с которой я знаю, страдает от депрессии. Sometimes worse than others. Иногда это бывает очень тяжело. Every now and again, she seeks some help. И время от времени ей необходима помощь. And finds a therapist or a psychologist. Она ищет терапевта, врача или психолога. And when we speak, I say, how's it going? И когда мы разговариваем, я спрашиваю, ну как все было, как все прошло. And usually for the first 1 or 2 meetings, yeah. Обычно первую встречу или первых 2 встречи, она говорит, we're making progress. Нормально, прогресс есть. Meeting 3. Третья встреча. Not so sure. Уже не так уверенно. So, because I'm an evil bastard. Так как я такой злобный подонок. You said that. No, I think you might have seen it though. My head went to resistance. У меня в голове сразу сопротивление. She's resisting the change. Она сопротивляется возможным переменам в своей жизни. And one day, it's not resistance. А потом я понимаю, что это не сопротивление. The therapist has to listen. Врач, терапевт, который работает, он должен слушать. For the first bit, because he doesn't know this person. Первую часть он должен слушать, потому что он не знает этого человека. But after a while, they know what you should do. Но через какое-то время он уже знает, что ты должен делать. We should build. Нужно рыть канал. A canal. Рыть канал. You should do this, you should do this, you should do Ты this. должен делать это и это. Therapy over. Терапия закончилась. The thinking stops unfolding. Мышление перестает раскрываться. This person, when the therapist says to my friend, tell me about this moment in your childhood. Когда терапевт говорит моей знакомой, расскажи мне о таком-то моменте своего детства, my friend who's very polite doesn't say anything. То моя знакомая, человек очень культурный, вежливый, ничего не говорит. But in her head she's saying, I don't want to go there. Но в голове она говорит, я не хочу к этому возвращаться. I was there when I was 13 and it was awful then. Когда мне было 13, я в этой ситуации была и больше туда не хочу. The last thing I need is to go back. Последнее, что мне нужно сейчас, это возвращаться туда. And there is significant research that shows reliving past traumas
И есть множество исследований, которые подтверждают, что повторное переживание травм прошлого serves only to further entrench them in the mind. Они ухудшают внутреннее состояние человека. You make it worse. Они ухудшают только то, что происходит. Not always. Не всегда, но в большей части. My analogy, a river thinking on the То есть, вот моя аналогия. Река – это раскрывающееся мышление. So when I'm coaching, и поэтому, когда я провожу коучинг, for the most part, I'm trying to understand how this thinking is unfolding. Большую часть времени я пытаюсь понять, как раскрывается это мышление. This was premature. Слишком рано. Sometimes water does this thing in a river where it breaks its banks and it creates a little oxbow lake. Иногда вода в реке делает такое, что она нарушает привычный ход и создает такой устойчивый водоем, да, озеро, пруд. And the water is just going round and round. Где вода просто движется по кругу. Or stagnant. Или вообще не движется. Sometimes then, another person иногда can see that. В таком случае другой человек видит это и создает, делает выход для воды, чтобы она продолжала свое движение. Иногда другой человек, мой друг Клифф, например. Итак, Is that okay? Нормально? Makes sense? Понятно? It's not the truth. Это не истина. Well, I think it's the truth. Ну, я думаю, что истина, но... So the question is, how do you get the person you're coaching into the flow? То есть задача такая, как человека, для которого вы проводите коучинг, сделать так, чтобы он был в потоке. First of all, you recognize that flow is already there. Первое, вы осознаете и принимаете, что поток уже присутствует, уже есть. But there are some very specific things. Are you familiar with the grow model? Но есть некоторые конкретные вещи. Вы знаете, что такое модель grow? Нет, не буду. Всем видно? Вот там вам видно? So here's my grow model. Вот моя модель grow. Вот там. So here's what there's something you need to know about this. I don't. There are three things I think you need to know. Вот что вам, в принципе, есть три вещи, которые вам необходимо знать о том, что здесь представлено. I think you can think of this as a model to a way of encouraging flow. Я думаю, что вы можете эту модель расценивать как то, что способствует потоку. Thinking unfolding. Раскрытию мышления. The model was created by three friends of mine. Эту модель разработали три моих друга. For a client. Для конкретного клиента. The client was. Are you familiar with McKinsey? Вы знаете, кто такие McKinsey? McKinsey, Global Strategic Management Consultants. Все понятно. Мы знаем McKinsey. Yeah. Okay. We were doing work for McKinsey. Мы работали на них. We were coaching some of their more senior people. Мы проводили коучинг для их высшего руководства. And they said, we like the coaching. It's really valuable. Они сказали, коучинг нам нравится, очень помогает. But we think our managers need your skills. Они говорят, но мы считаем, что нашим менеджерам нужны ваши навыки. Can you train them? Можете их научить? We were a small consultancy.
А мы были небольшой такой компанией, небольшой фирмочкой. Completely clueless. Абсолютно не имея понимания, что мы делаем. And we said yes. Мы сказали, конечно. That's how you grow a business. Вот так бизнес строится. But they were cleverer than that, and they worked with us Но они to были develop the program. умнее и пошли дальше. Они работали вместе с нами для того, чтобы разработать программу. So what happened, where this model came from, was they were observing my colleagues' coaching. И поэтому что произошло и как сформировалась, как была разработана эта модель, они, люди из McKinsey, они наблюдали за работой моих коллег как коучей. When you guys do this really well, когда вы, ребята, делаете то, что вы делаете очень хорошо, when you're in flow, когда вы в потоке, your conversation has this structure. Тогда у вашего разговора есть следующая структура. This model wasn't designed by an engineer or an academic. Эту модель разработали не инженеры и не академики. It came out of great practice, it came out of flow. Эта модель появилась из состояния потока, на основании практики. And if you so grow 4. Итак, grow 1, 2, 3, 4, 5. 4 элемента, тут 5. Right? So this is an evolution. То есть это развитие модели grow. Next one will be six. You can do a brilliant coaching session. Вы можете провести замечательную коучинговую сессию. And you can ask 5 questions. Задавая всего лишь 5 вопросов. What do you want to talk about? О чем ты хочешь поговорить? What do you want to get out of this conversation? Что ты хочешь получить в результате нашего разговора? Tell me some more. Скажи еще что-нибудь. Tell me what you can do about it. Скажи мне, что ты можешь сделать на основании того, что... Tell me what you're going to do. И скажи мне, что ты сделаешь. Then you give them your invoice. И потом счет выписываешь. Все очень просто. What do you want to talk about? Can you... So, первая тема. What do you want to get out of this conversation? Второе. Цель. Что ты хочешь получить в результате этого нашей сессии, нашего разговора? This word here is goal. Слово, которое мы здесь используем, это цель. It's the word in the model, but it's not the word you need. Это то слово, которое используется в модели, но это не то слово, которое вам нужно. When you say to somebody, "What's your goal?" Когда ты говоришь человеку, а какова твоя цель? Mostly in their head, they think 3-6 months down the road. Чаще всего цель это то, что человек видит там через 3 месяца, 6 месяцев и так далее. What do you want to talk about? Oh, I'm exhausted. I'm doing too much. О I'm чем really ты not хочешь very поговорить? organized. Я так устал, я сильно много работаю, не могу организоваться. I need to talk about how I manage my day. Мне нужно поговорить о том, как мне спланировать свой день. But if you say, so what's your goal? That person will say, well, by Christmas, I want to only be working 4 days a week. И задавая вопрос, какова твоя цель, человек может сказать, вот к Рождеству я хочу работать 4 дня в неделю. That's a fine goal, and you might need to know it. Это хорошая цель, и может быть вам нужно ее знать. But it's not what this is about. Но это не то, о чем как раз это. This is about your objective for this conversation. Это цель здесь подразумевается, цель конкретной сессии, задача, сложность. Вопрос. Что в результате? Как объектив. Что в результате? Here's a better word. Can we say result, outcome? Результат. This is. I didn't mean to write that word. Да. I meant to write this word. Вот это слово было. По-английски outcome, по-русски результат. What do you want to get out of this conversation? Что ты хочешь получить? Каким ты хочешь увидеть результат нашей конкретной сессии, конкретного разговора?
if I don't know that, I almost have to start twisting their topic into my thinking. Если я этого не знаю, то это будет подталкивать меня к тому, что я начну выкручивать тему, как бы подстраивая под мое мышление коучинг. So if Lev says to me, Myles, do time management, say 4 days a week, what do you want from this conversation? If Lev says that to me, если Лев мне говорит, например, ну вот да, ты хочешь работать к Рождеству 4 дня в неделю, какова цель нашего разговора? My answer might be, I want 3 new things to do that will save time. Я могу сказать, я хочу, чтобы у меня появились 3 новых вещи, которые помогут мне сэкономить время. So when we finish the conversation, Lev can say, have you got your 3 things? И поэтому, когда мы закончим сессию, закончим разговор, Лев меня может спросить, у тебя появились эти 3 новых вещи? But if the player cannot formulate, cannot name them, cannot define them, the outcome. Why would you even have that thought? А откуда у тебя еще мысль такая появилась? У меня или... Да, у тебя. Я больше не буду ничего сказать. If they can't, it's because there's an interference. Если он не может, то это по причине помех. Вот и все. Ему что-то мешает. So I might say, what's stopping you from being creative? А я спрашиваю, а что тебе мешает проявить творчество или просто вот их определить? And who knows what happens next? Ну и потом дальше мы не можем предположить, как оно пойдет. So we mustn't allow our default position. Мы не должны позволить нашим первоначальным... We must not allow our default position. Мы не должны позволить to be canal builders. Нашей первоначальной позиции сделать из нас тех, кто роет канал. Now, sometimes you may be able to block the thinking or иногда вы можете иметь возможность разблокировать мышление или как-то что-то сделать. For safety. Да. На хранение. Right. So in terms of allowing somebody's thinking to unfold, you understood. Для того, чтобы позволить мышлению человека раскрыться, and they know they've got clarity about what they want to get from the conversation. Нам необходимо понимание этих вещей, и человеку необходимо ясное понимание того, что он хочет, каким он видит результат. If you've understood them as the coach, they have probably understood themselves. Если вы поняли его как коуч, то он, скорее всего, понял сам себя. So if you don't understand, если вы не понимаете, here, hang it until you do. То оставайтесь здесь до тех пор, пока не поймете. This bit is called. You need pens, once. Actually, I'm quite competent. Ну я же, в принципе, вполне компетентен. I can file things. So the word here is reality. Слово здесь реальность. What often happens here is we put on our engineering hat. Что здесь происходит часто? На этом этапе мы, значит, одеваем на себя инженера. That's like trying to keep your arms straight. Это то же самое, как что? Работает микрофон? Да. У меня работает, у вас не знаю. No, you could not hear. Не слышно, да, нас? Окей. Но тут мы уже включаем в себе инженера.
все поняли вот этот момент, да? Никто не понял. А, ты не понял. That's like trying to keep your arms Это straight. то же самое, когда ты пытаешься удержать твою руку в прямом положении. It doesn't work. Не получается. This is in the book, so but let me say it again. Это в книге есть, но я повторюсь. Many years back, I was traveling into London Очень давно я направлялся в Лондон on a red London bus, на большом лондонском автобусе красном. upstairs front window. На втором ярусе на передних местах, переднего окна. There's traffic all ahead of me. Передо мной были сплошные поток машин, Some traffic coming this way. и были машины, которые ехали в нашу сторону. Little T-junction road. И потом были другие улицы, которые выходили на нашу дорогу. I can see before it happens a complete log jam in the road in front of me. И я мог заранее, далеко увидеть пробку на дороге. One of the cars coming down this way wants to turn in there. Одна машина, которая ехала с этой стороны, хотела повернуть налево, но... Now, if you're on that road and you're the car coming down there, the yellow car, Если ты на этой дороге, и ты желтая машина, которая едет навстречу, or you're in the blue car that's being blocked, или ты в голубой машине, которая в пробке стоит, or the red car that's behind them, или ты в красной машине, которая за ними стоит, and you're in London, и ты в Лондоне, you're probably angry ты наверняка уже зол, and frustrated. ты уже разочарован. What's certain is you're not seeing what's happening. Что четко и понятно, что ты не видишь, что происходит. You're in the soap opera. Ты в мыльной опере. From the top of the bus, Но сверху автобуса it's really clear that if the yellow car would just reverse a meter, все очевидно, все так четко видно, что если желтая машина сдаст на метр назад, that would release the blue car, это даст возможность голубой машине проехать, etc. и все. From the top of the bus, Это, not from inside the soap opera. это не изнутри мыльной оперы, а со второго яруса автобуса. The purpose of this bit of the conversation is to get people out of the soap opera. Цель вот этой части разговора – это вывести человека из мыльной оперы. If they're trying to solve the problem, they won't see it. Если человек пытается решить проблему, он ее не видит. If they're stressed, they won't see it. Если человек в состоянии стресса, он проблему не видит. So my analogy, the picture I have in my mind, И моя аналогия, та картина, которая у меня в голове, is that the player that I'm working with, что тот игрок, с которым я работаю, they have a bag, у него есть мешок. and in the bag are all the pieces of a jigsaw. В этом мешке все части головоломки. But there's no picture on the bag that shows the finished. Но в этом мешке отсутствует картинка, изображение конечной картины, что должно всего этого пазла. There's no picture that shows the resolution. Да. It's a leather bag. Нету в этом мешке вот решения, да, каким оно должно быть в конце. So my job is to get the person to put some of the pieces of the jigsaw on the table. Поэтому моя задача сделать так, чтобы игрок начал выкладывать на стол некоторые составляющие своей головоломки. Not to analyze, not to judge, not Не to comment. анализировать, не комментировать, не осуждать. And to say, what else? Но продолжать спрашивать, а что еще? People pay an awful lot of money for you to say, what else? Люди очень большие деньги платят за то, что вы будете говорить им, а что еще? And the person puts another piece on the table. И человек следующий кусочек достает. What else? Что еще? Еще кусочек. And after a while, you say, this is so. This may be the first or second most important question in coaching. Первый или второй из самых важных вопросов в коучинге. They've put half a dozen pieces or 10 pieces, whatever it is, of the jigsaw. Он уже выложил некоторую часть составляющих своей головоломки, этой картинки на стол. And you say, what do you notice? И вы задаете вопрос, что ты видишь, что ты замечаешь во всем этом? Or what stands out? Или что для тебя приобретает какую-то ясность?
See, Что выделяется из... that is such a clever question. Это такой умный вопрос. Ну, Any other question любой другой вопрос might может create interference. может создать помеху. There's no right answer to what's most interesting. There is no right answer to what's most interesting. Нет правильного ответа на то, что является более интересным. No right answer to what do you notice. Нет правильного, то есть никакой ответ на вопрос, что ты замечаешь и что для тебя тут как бы приобретает большую значимость, нет правильного ответа. The thinking can unfold. Потому что мышление может раскрываться. Oh, I noticed this one's upside down. О, я заметил, что этот кусочек перевернут, да, другой стороной переворачивает. This has a corner. У этого есть угол. This one too, and it's blue. Maybe they're up here. У этого тоже есть угол, и они голубые. Может быть, они сверху должны быть. When there are enough pieces of the jigsaw on the table, Когда на столе достаточно частей этой головоломки, the person will see the picture. тогда человек увидит картину. You're not doing anything, you are merely noticing. Ты ничего не делаешь, ты просто, находясь с этой стороны, ты просто замечаешь. That's what this is about. Вот в чем смысл этой составляющей. Not engineering, nothing else. Где ты ничего не строишь, ничего не изобретаешь. Is that you okay? Да, понятно? Then, when they've seen the pattern, the picture, you can say, И потом, когда он увидел картину, what might you do about it? тогда появляются опции, возможности, что ты можешь с этим сделать. Notice I didn't say what are you going to do about it. Так, обратили внимание, что я не сказал, что ты собираешься с этим сделать, что ты будешь с этим делать. If I say what are you going to do about it, I might generate an interference. Если я задам такой вопрос, что ты будешь с этим делать, я могу произвести помеху, создать помеху. I have to tell my boss this plan doesn't work. Я должен сказать моему начальнику, что этот план не сработает. Все. But if I say what might you do about it, Если я задам вопрос, а что ты мог бы с этим сделать? I might just say a bit more. Ну, может быть, еще нужно что-то сказать. And then you say what else? И потом следующий вопрос, а что еще? And then you say what else? А потом продолжаете спрашивать, а что And then you еще? say what else? И снова говорите, а что еще? And then you said all these things you might do. А потом вы говорите, из всего того, что ты сказал, ты мог бы сделать, You said you could talk to your boss. ты сказал, что ты можешь поговорить с начальством, You said you could just create a new plan yourself. что ты можешь сам разработать новый план, Or you could go and speak to the client. или можешь пойти поговорить с клиентом. What's the next question? Тогда следующий вопрос какой? What of this you will do? What stands out? What's of all those things, what stands out, what's Из most interesting? этого, то, что ты сказал, что для тебя выделяется больше всего, что наиболее интересно для тебя, Talk to my boss. Okay. поговорить с начальником. Окей. And then in some models, this is, they have different words here. В некоторых моделях здесь в последней части разные слова. Ну, So John Whitmore's book has will there. У Джона Уитмора в книге здесь will, буду, да, вспомогательный will на английском, мотивация. This is wrong. Это неправильно. It's called a category error. Это называется ошибка категории. Right? This is a journey. Это путешествие. Topic, Тема, outcome, результат, reality, реальность, options, опции, возможности wrap up, и completion. завершение. If I say will there, Если я здесь поставлю этот глагол will, то есть it's буду, like if this was a model about a car, если бы это была модель автомобиля, например, we would be talking, you know, the kind of car, the engine, мы бы говорили, какая wheels, машина, двигатель, the transmission, там, коробка передач, petrol. топливо. It's a different thing. Will is different. Это совсем другое. If the person's will Will means like
motivation, desires. Я знаю. Просто выбираю правильно. So, will, Значит, у Джона Уитмара тот смысл, который он вкладывает здесь, это воля человека. So that's a different thing. Это совсем другая штука. If the person has, if there's something going on about motivation, Если that will come up here. Если мы говорим о мотивации человека, вот именно это здесь, это в эту категорию входит, вот здесь реальность. Если вы начинаете задумываться о том, как ваша воля задействована только здесь, это слишком поздно. То есть это процесс управления разговором. В этом нет содержания. И все с целью содействовать потоку. Tell me what you want to talk about. Скажи мне, о чем ты хочешь поговорить. What do you want to get out of this conversation? Какой результат ты хочешь получить? What's happening? Что происходит? What else? Что еще? Что еще? What might you do about it? Что ты мог бы сделать с этим? And now, what are you going to do? И теперь, что ты собираешься сделать? Что ты будешь делать? So I'm trying to reposition this in terms of flow. То есть я пытаюсь эту модель пересмотреть с позиции потока. I want to move on. Я хочу, but I just want to check in with how we're doing. Хочу перейти к следующей теме, но хочу проверить, насколько у нас все уложилось. Все понятно? Вопросы? Замечания, комментарии, возражения? А Джон Уитмар знает? Да, Джон Уитмар новый сказал. That is not the truth. Вы скажете или мы? А свою. He's very unwell. Он сейчас не в очень хорошем состоянии, чтобы он об этом говорить. Не будет. Один вопрос в конце. Вот момент, что ты собираешься делать или что ты будешь делать? So please say again the question that you ask at this stage. What are you going to do? So you might do all these things. Which is most interesting? Speak to my boss. What are you going to do? Но если мы говорим о конкретике, то что ты будешь делать? By when? What you will? Точнее, собираешься. Are you planning or you gonna? What you will definitely do, or you go. What you definitely do, or you will. You are kind of planning, more or less certain to do. No, I want to hear what the person is going to do. Да, что будешь делать. If there's any hesitation, если есть какие-то сомнения по поводу будешь, не будешь. Sounds like you're not entirely clear, you're not entirely committed. Кажется, что ты не до конца определился, не принял четкого решения. А почему это? Вопрос, там, я не знаю, может, там, планировали это позже сказать, но это важно для меня по поводу применения этого в коучинге, в менеджменте, в корпорации. Иногда вот это реальная практика, что человек приходит на коучинг, и у него есть, его может быть начальник двинул туда. Yeah, sometimes the player comes because the boss says so. Да, и он настроен, что ему сейчас дадут, как-то ему будут давать какие-то рекомендации, и он готов с ними бороться, и он этого и ждет. And the player has this idea that he'll be given, or she will be given some ideas and to resist to that. И он такой, ну что вы мне предложите? Like expecting that, okay, what you gonna suggest? I have a problem, just advise me in my problem. How would you solve my problem? Yeah. That's, yeah. Ну вот такая реакция. So that's the reaction, as you said, you just showed. So I have two ways
Well, there are many ways, but Есть two много ways. способов, но в принципе могу сказать два. Как с этим работать? One way is to explain my approach, Значит, один из них это объяснить мой подход, but very often people don't hear that. но очень часто люди это просто не слышат. You say all the good words, Ты говоришь все правильные слова, and their expectation is still there. а у них ожидание первоначальное никуда не девается. Sometimes the way to handle it is to say, I've got some ideas, I've got some advice, but before we go there, do you mind if we see if you've got any advice for you? Иногда можно сказать, ну у меня есть кое-какие мысли по этому поводу, но может быть сначала ты выскажешь, какие у тебя есть. Oh, let's begin from yours. Okay. Why do you want my advice? А почему ты хочешь мой совет? My boss told me you will coach me. Мне начальник сказал, что ты будешь моим коучем. Yeah. Начальник тебе сказал. So, let's just take him out of the equation for a minute. Хорошо, давай уберем из этого уравнения твоего босса. And it's really important that I don't have a point of view. Очень важно, чтобы у меня не было своей с точки зрения. But what I want to know is, do you want to be coached? Но я хочу, чтобы ты мне дал понять, хочешь ли ты вот этот коучинг получить? Он тебе нужен? Говори нет. This is why I say empathy is the opium of the Как мы уже coach. говорили, эмпатия это опиум коучинга. This is why, because I have to nail it. So if I say maybe no, or I just don't know. I'm not sure. So I don't know. But if you say I'm not sure, I don't know, then for me that's yes. Если человек говорит я не знаю или It's a provisional yes. не уверен, то это в принципе да. We could get into very dangerous sexual politics. And if I say I just believe that this shit cannot help me, so something else. Okay. Если человек говорит, я просто верю, что твое дерьмо мне не поможет, все. Мы не поняли перевода. Да, что? Если клиент сказал, что я не знаю или... Я не уверен. Это пассивное согласие. Он сказал этим самым. Согласие к чему? Что коучинг ему нужен, что с ним надо работать. Когда клиент говорит, что я не знаю, не уверен, то все равно работает. Да. Если он сказал, что я не верю, что это мне поможет, тогда о чем говорить? То есть мысль такая, давай уберем из уравнения. Yeah, so the idea is that we take the boss out of the equation, and then we get more direct, and then like more personal, and then if he says no, I don't believe it will help, then that's it, that's the end. Well, no, it's not entirely the end. Then we've got to manage the situation with the boss. Если человек говорит нет, я не верю, что он мне поможет, тогда уже начальство. Пускай начальник решает, но он же можно так сказать, давай попробуем. Can we offer, let's try to just listen to me. So if the person says I'm not sure, Человек говорит, я не уверен. Then so why don't we just try? А что бы нам не попробовать? And we may find that it works, or we may find that it doesn't. И мы можем в конце концов увидеть, поможет или же не поможет. А вопрос тогда, а стоит тогда коучу в этом случае убеждать или продавать идею коучинга, что это тебе классно, тебе поможет, тебе нужно, стоит это? Then does the coach need to convince the client that it might help, it will be helpful, or it will improve something? Not like player. Not like player. Ну, да, yeah, the player. The client is the boss. So hold on. This model stands in all cases. Эта модель справедлива во всех случаях. The question is, what's the interference? Вопрос в том, каковы помехи, что является помехой в конкретном случае. And once you know what the interference is, you can deal with it. И если вы знаете, если вы поняли, в чем помеха, вы можете с ней работать и устранять. Some of this we'll touch back in. Can you
stand up again. Можем снова встать? I'm wondering what would happen if I said sit down and then said stand up. Я думаю, как бы вы отреагировали, если бы сказал, давайте сядем, давайте встанем. But I'm not going to do Но that. я не буду этого делать. It's called the test of compliance. Это проверка согласия. Thank you for standing up. Спасибо за то, что встали. So there's a little demonstration I want to make. Я хочу некоторую демонстрацию провести сейчас. And it requires a volunteer who's mostly willing. И есть, для этого мне нужен волонтер, который почти согласен. So I need somebody in this exercise who can't catch. Мне нужен для этого человек, который не может что-либо ловить. So if I was to throw something, say to Anton, is that kind of distance? Вот, если бы я, например, бросал там что-то Антону вот на таком расстоянии. Да? If you were standing in Anton's, Если бы вы были на месте Антона, и вы бы... Нет, я не могу поймать, если с такого расстояния мне что-то would there бросить. be lots of interference? Окей, so translate. You can't catch? Да, вы не можете, да? Окей. You ready to come up here? I'm slightly nervous because you said yes too quickly. Я что-то сомневаюсь, вы сильно быстро сказали. Thank you. Спасибо. So this is about coaching. Значит, основная тема у нас коучинг. And this is about helping somebody be in flow. О том, как помочь человеку быть в потоке. And the questions that you ask И вопросы, которые мы задаем to encourage flow. для того, чтобы стимулировать поток. So can I ask you to stand about where that is? Встаньте, пожалуйста, вот сюда, вот, So this is the kind of if we had something that we could demonstrate. Если бы у нас была необходимость, именно так бы мы это все демонстрировали. Нет. There are considered. No, they can stand still. Oh, standing will be more friendly. Нет, это более дружелюбно. So the person in the seat beside me left tennis balls on the plane. Incredible. Человек какой-то такую оставил коробку, вот такую банку с мячами в самолете. Вообще удивительно. Queen's Club, да? Это Queen's Club, да? Королевский клуб в Лондоне. Присядьте, кто перед... В общем, не видно. Yeah, some people at the back cannot see. Okay, we might see. Тогда ладно, давайте сядем. So here's what I want you to know. My reason for staying standing was that this becomes less threatening. Понимали, что когда мы все стоим, это более комфортная обстановка для человека, который не принимает непосредственно участие. Уже садитесь. I was just being transparent, telling you how Я просто был очень открытым в том, почему я что-то делаю. Готовы? Но по-настоящему. Она не врет. Stay right there. That's why we have more. Вот для чего нам больше мячиков. Не отвлекайтесь на это. Is that kind of what you'd expect? Это то, на что вы рассчитывали, то, как у вас будет получаться? Да, наверное. Probably yes. А почему я этого не делаю? Usually I don't do that. Right or left hand? Вы правша или левша? Just your right hand. Только правой рукой сейчас. Только правой рукой. Okay. Makes a difference. That was cool. Да, это было неправильно. Да ничего, мячик будет. Left hand. Левой рукой сейчас. So, are you willing to work just with your left hand for a minute?
Are you willing to work just left-handed? Вы готовы только левой рукой сейчас работать? So if we had a coaching session, если бы у нас была сессия коучинга, and your left-handed catching improved, и ваше умение ловить левой рукой улучшилось, how would you know? Как бы вы знали об этом? Что большинство мячей я поймала. So that I could catch most balls thrown. Out of 10, how many? Ну, сколько из 10? For you to feel good. Чтобы вы 7-8, я думаю, могу показать. Any other way you'd know that your catching had improved? Есть ли какой-либо другой способ, как вы смогли бы увидеть улучшение навыка ловить мяч? Наверное, мое внутреннее понимание. Maybe my inner feeling, my inner understanding of как это делать в следующий раз? how to do it the next time. Okay. So also, what's your level of confidence about your ability? Также по шкале от 1 до 10, как вы оцениваете свою компетентность в том, чтобы ловить мяч левой рукой сейчас? 1-2. 1-2. So I want you. We've set a goal. Значит, мы поставили цель. Forget about the goal. Забудьте. Forget about it. I'm going to throw you this ball. Я брошу вам этот мяч. What I want you to do. И что я хочу, чтобы вы сделали? Is to tell me what you notice about the ball when the ball is in the air. Чтобы вы сказали мне потом, что вы заметили в том, когда мяч летел к вам. There's no right answer. Нет правильных, неправильных ответов на это. I just want to know what you're noticing about the ball in the air. Я просто хочу, чтобы вы мне сказали, что вы заметили в движении мяча, когда он в воздухе летел к вам. That's it. Все. So this ball in the air, tell me what you notice. Мяч летит к вам, и вы просто... What did you notice? Что вы заметили? Что он летел почти прямо, он немножечко только повернулся. It was flowing straight, almost was turning, flying. Not much. Turning a little bit. The ball was turning. Yeah. Okay. So spinning around. Okay. So tell me what you noticed this time. Теперь скажите мне, что вы заметите в этот раз. Might be the same thing, might be something. Может быть что-то то же самое, может быть что-то другое. What do you notice? Говорите. То же самое, и то, что высота была комфортная. It was about the same, just different height and... different height, but also... Okay, yeah, also was, yeah. Okay, great. So try again. Давайте снова попробуем. That time, what did you notice? Что в этот раз? Что мне намного легче концентрироваться, когда я слежу за мячом и не думаю, когда я смотрю на него, мне легче его поймать. When I watch the ball. Not trying to make an effort to catch it. Fine. Great. What did you notice about the ball? Что вы заметили в движении мяча? Что изменилась траектория мяча, он пошел немножко выше, чем в прошлый раз. Well, it was flying higher this time, or just different. So one more try. No. Еще раз. Let it go. Tell me what you noticed this time. Что вы в этот раз заметите? Тоже было небольшое вращение, удобная It was some траектория. spin, comfortable, easily. So you've noticed two things. То есть вы замечаете две вещи. Low or high. Значит, высота And spin. И вращение. Of those two things, из этих двух вещей, which stands out the most this time? Которое в этот раз будет вам более заметным. What stands out the most? Что было более заметным? Вращение. Spinning. It was spinning faster. So the question is of height and spin, which stands out the most? Высоты и вращения, что больше, выделяется больше? Вращение. Spin. Okay. So tell me something more about the spin. Еще, скажите мне что-то еще о вращении. Ну? Я вижу изменяющееся направление, линии, которые есть на мяче, каждый раз они вращаются. I see the lines on the ball and they move different directions and on different angles. So the lines on the ball moving.
Да, видите, как мяч. Tell me more about this. Еще больше скажите о обращении. Thank you. Sorry. Извиняюсь. В этот раз он обращался по вертикали были. This time it was different, spinning Я понимаю, что vertically. я уже раз 8 I realized that I caught it 8 times right now. So I'm going to speed the exercise up. Значит, мы ускорим немножко это мероприятие. So just for fun. Ну, просто. So all I want you to do is to tell me in which direction is the ball spinning. Чтобы вы мне просто сказали, в каком направлении мяч вращается. К вам или от вас, или в сторону. Okay. This one. От меня. Okay. This one. По кругу. Should we stop? Все, да, хватит. How are you doing? Как у вас получается? What did you notice? Что вы заметили? Чем больше смещается фокус тема, чем больше смещается фокус темы, тем лучше результат. The more we move the emphasis from the outcome, the better the results. So outcome creates interference. То есть результат создает помеху. You help her be focused on a ball, not on a goal. Yes. Да, то есть не цель, а мяч. What else did you notice? Что еще кто заметил? Она стала увереннее ловить, кстати. She Такое поведение became стало. more confident in catching the ball. Thank you. She relaxed. She relaxed. Да, более расслабленная. Полностью? Not focus. Not completely. Не полностью. So I think that there was still some interference going on. Я думаю, что помехи еще есть. That the people in the room were still quite present for you. Что вы осознавали присутствие других людей в помещении. So we moved a long way into flow. То есть мы как бы движемся, входим в поток. Performance improves. Улучшилась результативность. And the reason that I speeded it up was to see if we could get you even more focused. Причина, для чего я ускорил это все, для того, чтобы увидеть, насколько более сфокусированным вы можете быть. What did I do? Что я сделал? Okay, to ask questions. What kind of questions? Вопросы задавал. Какие вопросы? What else? Какое направление мяча? Direction of a ball. So you advised some focuses. So you advised what to focus on. Did I? Yes. You know. Он сказал, что ты сказал, на чем сфокусироваться. Он говорит, я сказал. You said, could you... So this is the absolute point. Значит, это тот самый важный момент. Можете ли вы сказать что-то про мяч? Can you say something about the ball? Right. No content. Содержания в этом не было. Yeah, but you advised to be focused on the ball. I did eliminate every other Я variable. убрал все другие составляющие, как бы сфокусировал все, перевел все внимание на мяч. That's true. Это правда. And I could have said, what are you noticing? Но я мог сказать, а что ты замечаешь? But for the purpose of demonstration, limited Но view. для того, чтобы, опять же, с целью показать необходимые вещи, я как бы конкретизировал, на что So the question was simple: is what are you noticing? Вопрос простой: что ты замечаешь? What else? Что еще? What else? Что еще? What else? Что еще? What stands out the most? Что выделяется больше всего? The spin. Tell me more about the spin. Вращение. Скажи больше о вращении. So, if you tell somebody to concentrate on something, если ты говоришь кому-то на чем-то сконцентрироваться, if you find out where they're in, that will either work or not work. Может получиться, может сработать, может не сработать. If you find out where their attention is going, если ты обращаешь внимание, смог понять, на чем человек сосредоточил внимание, and help them deepen it, и ты помогаешь ему это углубить,
now you stand a chance of helping them get into flow. Тогда у тебя есть возможность помочь ему быть в потоке. And when they get into flow, they will learn. И когда человек в потоке, он будет учиться, он будет извлекать для себя уроки. So there were all kinds of things being learned in that exercise that were not being taught. Очень много в процессе этого задания происходило, чему человек учился и чему его не учили. Okay? Да? Хорошо, понятно. Non-directive as an approach to coaching недирективный подход в коучинге is a really useless title. Это на самом деле очень неподходящее, не имеющее смысла название. You run a training, you say, don't do this. Ты проводишь обучение и говоришь, не делай это. But I've been training for 30 years to do that. Но меня 30 лет учили это делать. To solve problems. I get paid to solve problems. Мне платят за то, чтобы я решал проблемы, а ты говоришь, не решай проблемы. So we need to have a model that shows people what they are to do, not what they shouldn't do. Нам нужна модель, которая будет показывать людям, что нужно делать, а не то, что не нужно делать. Directive, non-directive. Директивный, недирективный. What people don't ask is, what does directive mean? Тот вопрос, который люди не задают, что означает директивный. We kind of assume it means something. У нас есть некоторые идеи, что это может означать. And what most people assume, и то большинство людей, что большинство людей думает по этому поводу. It's something like a policeman with power. Это как полицейский, у которого есть власть, directing the traffic. Который, значит, направляет движение. That's kind of somewhere back in there. That's kind Вот of такая наверняка мысль у человека, когда он говорит, думает о директивном. Question is that what is being directed or not directed? Вопрос в том, что мы направляем или не направляем. Person? Человека. Shall I tell you the answer? No, I've got an airplane to catch. Могу сказать ответ, но у меня самолет, поэтому не успеваю. The answer is attention. Ответ это attention. Внимание, It's whether attention. Attention. Внимание. Focus. Attention. The question is whether they are directing their attention or you are directing. Вопрос в том, кто направляет внимание человека, сам человек или вы. So in that exercise, I was helping you select where you put your attention. Я помогал вам выбрать направление вашего внимания. What do you want to talk about today? О чем ты хочешь поговорить сегодня? I'm concerned about my time management. Ну, меня беспокоит, насколько хорошо я распоряжаюсь временем. Anything else? Что-нибудь еще? My relationship with my boss isn't as good as it should be. Отношения с начальником не такие, как должны быть. What else? Что еще? Maybe I should change jobs. Работу, наверное, поменять надо. Maybe I should change jobs. Работу поменять надо. So there are three things there. Значит, три вещи. Can't remember what they are. Time management, your boss, maybe you should change jobs. Значит, время, отношения с начальником, работу, смена работы. What is the most interesting for you? What's the most interesting? А что тебе больше интересует из этих трех? They are selecting where they put their attention. Человек сам выбирает, на что он обратит свое внимание. Really interesting fact. Очень интересный факт. Which means I made it up yesterday. Что означает, что я вчера это все к этому готовился. I had a business in London called the School of Coaching. Мой бизнес в Лондоне назывался «Школа коучинга». We train leaders and managers, and we train coaches. Мы обучали руководителей и также обучали коучей. Much quicker to train leaders and managers. Намного быстрее учить руководителей и менеджеров.
See, they just want to get the job done. Они просто хотят, чтобы процесс завершился, чтобы все было сделано. Coaches want to build relationships. А коучи хотят строить отношения. And fix people. Они хотят исправлять, ремонтировать. And make them healthy. Хотят людей снова сделать здоровыми. If I'm being offensive, I apologize. Если я кого-то обидел, извиняюсь. It gets in the way. Но это все мешает. I can teach a manager to coach well enough in their job in a day and a half. Я могу за день-полтора научить менеджера быть нормальным коучем у себя на рабочем месте. It takes me a minimum of 3 days to get people who want to be coaches to stop trying to fix things. Минимум 3 дня уходит на то, чтобы человека, который хочет быть коучем, добиться от него того, чтобы он перестал исправлять людей, лечить людей. It's a verb. It's a way of doing things. Коучинг – это глагол, это то, как мы что-то делаем. It's not important, you're not important. Это не важно, и вы вообще не важны. Now, clearly you're seriously important, just not in the context of a coaching Но relationship. вы на самом деле очень важны, просто не в контексте коучинга, не в том контексте, как вы это делаете. So coaching is very simple. Поэтому коучинг очень прост. What do you want to talk about, etc. О чем ты хочешь поговорить, и далее по списку. So they speak. What do you want to talk about? They answer. О чем хочешь поговорить, человек отвечает. And you say what else? Ты говоришь, что еще? And then they speak, and then you say what else? Он говорит, ты говоришь, что еще? And then they speak, and then you say what Он else? говорит, дальше ты говоришь, что еще? For people learning to coach, the thing they have most difficulty with is what's the next question? Люди, которые учатся быть коучем, для них самый сложный вопрос, а какой будет следующий вопрос? I don't have that problem. У меня такой проблемы нет. Because it's either what's next or Потому what's что most interesting. либо тут два варианта, а что еще, либо что самое интересное. And the only person in the room, you and the player, the only person in the room who's worried about whether you can say and what else again is you. И из тех двух людей, которые присутствуют в помещении, ты и игрок, единственный, кто озабочен вопросом, а что еще, это ты. Because my drawing, the other person is lost in their thinking. Потому что, и моя картина об этом говорит, второй человек, он просто погружен в свои мысли. They're having a ball. They're having a ball. У него в руках мяч, он работает. Having a good time. So what that looks like is, I call it the Model T. Я называю это модель, Т-модель. Как это называется? Вот. Т-образная модель. And the horizontal bar of the T. Горизонтальная часть этой модели – это расширять. Expand. Расширять. What else? What else? What else? Что еще, что еще, что еще? When they start running out of what else? Когда у человека заканчивается, что еще? Options. Then you summarize. Тогда вы подытоживаете, тогда вы конкретизируете. Not a big story. Небольшая история. Bullet points. Это должны быть конкретные моменты. You said time management, your boss, your career. Ты сказал, управление временем, твой начальник, карьера. Boom, boom. Раз, два, три. Not about you. Не о тебе. Which is most interesting? Что из этого тебе интереснее? Да. Фокусироваться. So that's what you saw in our ball catching demonstration. То, что вы видели в нашем упражнении с мячиками. And that's when you so draw model options. What might you do? И кто-то говорит, модель Гроу, например, там опции, что ты мог бы сделать? What else? Что еще? What else? Что еще? What else? Что еще? Of all of those things, what's most interesting? Из этого всего, что самое интересное? Thinking unfolds. Мышление раскрывается.
one last piece, I think, because we're breaking it. 1:30. Два, да? Два? Два заканчиваем? Закончим. One more thing? Еще одно, да? Можно, да? 5-10 minutes? 5-10 минут, да? Okay, because somebody once said that genius is the ability to hold two things in your mind at the same time. Кто-то однажды сказал, что гениальность – это одновременно думать о двух вещах. Two contradictory things. О двух противоположных вещах, противоречащих друг другу вещах. I don't know what they were on. Я не знаю, о чем вообще. So here's the and. Here's the and more. И что, значит, что можно к этому прибавить? И sometimes people get stuck. Иногда люди what else? And they go, no. Застревают в этом, да? Ты говоришь, что еще? И они говорят, ну ничего. And it's genuine. И это искренне, это по-честному. So I have some options. У меня есть некоторые варианты. I can't think of any more options. Я не могу больше ничего предложить. So, but we need more stuff. We don't have enough, right? Но у нас здесь недостаточно информации, нужно что-то еще, чем-то заполнить это место. So as part of expand, как часть вот этого вот расширения, I can push. Я могу немножко подтолкнуть. You were the chief executive. What would you do? Если бы ты был главным менеджером, что бы ты сделал? Oh. If you had all the power and resources imaginable. Если бы тебе были доступны абсолютно все ресурсы. What would your best friend do? Что бы сделал твой лучший друг? I love this one. What's your best quality? Мне это очень нравится. А какое твое самое сильное качество? And the person comes back with spontaneity. Человек говорит спонтанность. So get the feeling of being spontaneous and tell me what you're going to do. Quickly, what are you going to do? Тогда вот давай, содействуй спонтанности, быстро мне скажи, что бы ты сделал. So you can force it. Здесь немножечко можно стимулировать. That's level 1 forcing. Это уровень 1 подталкивания. Level 2 forcing. Второй уровень. Is I've got an idea. У меня есть идея. Do you want it? Хочешь ее узнать? Content. Содержание. So there's nothing in my model that says you can't do that. То есть в моей модели нет ничего, чтобы могло, чтобы говорило человеку, ты не сможешь это сделать. Не должен. Ты не должен это делать. It can't means not able or should not. Ты не можешь. Ну, не должен. There's nothing in my model that says you should not. В моей модели нет ничего, чтобы сказал, ты не должен это делать. There are people who hold a non-directive approach and say you can only ever do non-directive. Есть люди, которые придерживаются недирективного подхода и говорят, ты должен использовать только недирективный подход. I have a client in Madrid. У меня есть клиент в Мадриде. And once a month I get on a plane and I fly down to Madrid. Раз в месяц я лечу в Мадрид. He works in a big bank. Он в большом банке работает. His driver picks me up. It's very glamorous. Его водитель забирает меня. He picks me up at the airport. В аэропорту. Drives me to the office. Везет меня в офис. We have a 2-hour meeting, an hour. Usually it's only an hour, but it's supposed to be 2 hours. We have an hour meeting. Обычно у нас час, но бывает иногда 2. Ну вот у нас часовая встреча. Back to the airport, and I'm back on I'm on a 1 o'clock flight back to London, and I'm at home at 3 o'clock. Обратно в аэропорт на следующий же рейс. Я в 3 часа уже в Лондоне дома. Serious money involved. Очень серьезные деньги. Chauffeurs, airline ticket, business class. Водители, билет бизнес-класс. All the nonsense. And a very busy man. И он очень занят. That's the biggest expense, his time. Это большие расходы. Imagine we had come to a situation and I'd said, what else? Представьте, мы с ней в такой ситуации, я спрашиваю, что еще, ну, идеи кончились. Imagine that I would then say, well, there's clearly something we have to explore in greater depth.
Представьте себе, я ему говорю в такой момент, но есть некоторые вещи, которые нам нужно, понимание которых нам нужно углубить. I'll see you in 4 weeks. Через месяц увидимся. Particularly if I've got a good idea. Ну так не работает, особенно если у меня хорошая идея. So if I've got something to add, I seriously need to add that in. Если у меня есть что добавить, я должен это добавить. Now there are some situations, it's possible, in which somebody was exploring something quite personal. Есть возможны такие ситуации, когда человек вдруг что-то очень личное находит, открывает, да, вспоминает. And the right thing might be just to let that person think about it a bit more. It's possible. И возможно, что нужно просто дать человеку время осмыслить это, то, что он вдруг осознал. So role model. Итак, есть модель grow. Following interest. Есть следующая модель следящий интерес. Expand. Расширяем. Level one push. Значит, воздействие, подталкивание первого уровня, второго уровня. The grow model, as I had it, модель grow, вот та, которая у меня was a series of rounds. Значит, это вот кружочки вот эти. Now, a series of T's. Это все. Вот каждый из них, из кружочков, это последовательность вот этих Т-моделей, Т-образных моделей. Я хочу на чертеже есть соединительные линии. А это вот то же So why do the lines from there? Ну, она не по кругу идет, а... Doesn't go in a circle. These lines. Звездочка. Because sometimes you get here. Иногда ты сюда оказываешься здесь. And you find out that you've missed something. И ты понимаешь, что ты что-то упустил в предыдущей. вернуться. Да, вернуться. So I might be here in the conversation. Я могу в разговоре нашем быть здесь. And my client says, I know I said I wanted to talk about my boss, but this isn't about my boss, this is about my career. Клиент говорит, я сначала раньше сказал, что хочу поговорить о начальнике, но суть не в начальнике, а в работе, в карьере. So I don't want you to be stuck in a linear process. Поэтому не нужно, чтобы вы в таком все для того, чтобы стимулировать поток, а не останавливать его. Вопрос еще тоже есть. Когда уже лично не хватает элементов в этом эксперименте, это сколько их? Какая рекомендация? When you say that we don't have enough in expand, how far to expand? How much to add? How to measure? What's enough? What's enough? Recommendation to stop it? Сколько достаточно? I suspect many of you already know this. Я предполагаю, что большинство из вас уже понимают, уже имеют ответ на этот вопрос. The answer is always in front of you. Ответ всегда перед вами. Я уточню. До того, как я перехожу в pushing level 1, Okay. сколько комфортно? So there are two parts to the answer. Значит, есть две части этого ответа на этот вопрос. First part is that if you're not worried about the next question. Первая часть. Если вы не озабочены своим следующим вопросом, который вы зададите, all your attention is on that other person. Если все ваше внимание уделено этому человеку, and you will see, so if you say, and what else, and they go, если вы говорите, а что еще, и он так you know they're thinking. Задумался. You say what else, and they go. Вы знаете, что он задумался, что он ищет. You will pick up agitation in their feet, shuffling, moving. Вы будете замечать в нем, в его положении, в языке его тела, он вам даст понять, ну, все или не все. Yeah, like you get it. Some of you knew that you were almost in flow, but not entirely. Вы были почти в потоке, но не до конца. How did you know? Откуда вы это знаете? Откуда? There were people over there who could see that. Вот вы, то вот. How did you know? Как вы знаете, что почти в потоке, но не совсем?
Not sure. Fine. But interesting, you know you knew. Но интересно то, что вы знали, что вы знали. So half of this is about observing. То есть половина этого процесса это наблюдение за человеком. The body language there. Язык тела. We are highly attuned to responding to other human beings. Мы очень хорошо настроены на то, чтобы реагировать на других людей. Because it's fundamental to human existence. Потому что это фундаментальная составляющая человеческого бытия. There's a thing called limbic resonance. Есть такая штука, называется лимбический резонанс. Что? Все просто. Resonance is a function of, if you have an item that's oscillating at a particular frequency. Резонанс – это когда один объект, значит, издает колебания с определенной частотой. And you put another object beside that of similar size, shape, density. И вы ставите рядом с ним другой объект таких же физических свойств. It will start. That's very difficult. Они начнут двигаться с одинаковой частотой. It will start oscillating in the same frequency. Второй объект тоже подстраивается под ту же частоту первого объекта. This is a law of physics. Это закон физики. Limbic resonance is the biological law. Лимбический резонанс – это биологический закон. Children, babies, learn hugely in the early stages, the very early stages, and lots of things that we thought were hardwired. Младенцы очень хорошо учатся буквально первые месяцы в начальном этапе своего развития. И то, что мы думаем, что оно уже как-то конкретно заложено было, are actually learned in resonance. Это просто что ребенок, чему ребенок научился, резонируя с матерью. How, eating, feeding, defecating, all of those things are learned in resonance. Когда ребенок кушает, пьет, испражняется, все это то, чему он учится в резонансе. So our capacity to intuit the needs of another is vast. И наша способность почувствовать, подстроиться под состояние другого человека, она просто огромна. When we let it happen. Когда мы позволяем этому произойти. So I think teaching body language is a bad idea. Я думаю, что изучение языка тела это неправильная идея. Because people end up trying to remember. Потому что люди все сводится к тому, что люди пытаются запомнить, а что вот это означает. If you are in flow and they are in flow, you will know. Если человек в потоке и вы в потоке, вы все поймете и так, вы все будете знать, что на самом деле происходит. Я вопрос продолжения. Если I'm going to finish this, then you can ask. Я закончу, потом мы можем спросить. Directive, non-directive. Директивный, не директивный. We don't like those words, but they serve. Слова нам эти не нравятся, но все равно они идут свою помощь. The most non-directive I know how to be. Самое недирективное, насколько я это понимаю, насколько я это представляю, is about following interest. Это следящий интерес. Next level up. Следующий уровень. Вот это не директивно, это когда я заинтересован, я отслеживаю то, что происходит. Следующий уровень, переходя к более директивному, это I can coach from structure. Я могу проводить коучинг на основании структуры. Structures can be simple or complex. Структуры могут быть сложные или простые. A simple structure might be time. Простая структура – время. Last year was the worst year of my life. Прошлый год был самым тяжелым в моей жизни. What does structure say the next question is? Структура какой следующий вопрос предполагает? How do you want next year to be? Каким будет следующий год? Last year, прошлый год, следующий год, прошлое, настоящее и будущее. This was really bad. Это было очень плохо. What would good look like? А как будет хорошо?
So there are lots of structures out there. Структур существует огромное количество. So, from this point up, you're directing attention. Значит, двигаясь выше, вы направляете внимание. But this is the least intrusive. Но это вот это оказывает наименьшее помехи. I can coach from process. Я могу проводить коучинг на основании процесса. I sometimes use visualization to help people think more creatively. Иногда, помогая людям мыслить более творчески, я использую визуализацию. A process is the way in which things happen. Процесс – это то, как происходят определенные вещи. So my visualization exercise process. И поэтому упражнение на визуализацию – это процесс. Might be, for instance, который может быть, например, help some instructions get relaxed. You kind of notice your body. Некоторые вещи для того, чтобы помочь расслабиться. Обрати внимание на то, как ты чувствуешь свое тело и так далее. Закрой глаза. Imagine you're in your new office and it's this time next year. Представь себя в твоем новом офисе через год, ровно через год с этого дня. What are you noticing that's happening now? Что ты замечаешь сейчас? It's a process. Это процесс. I'm directing their attention. И я направляю внимание человека. It's slightly more controlling than this. И здесь уже больше контроля, чем у предыдущего уровня. I can coach from knowing. Я могу проводить коучинг на основании знаний. I have a model for how leadership, management, and coaching fit together. У меня есть модель, которая показывает, насколько связаны коучинг и руководство или менеджмент. I think managers really need to know that model. Я думаю, что менеджерам действительно нужно знать эту модель. If it's appropriate in a coaching conversation, I will teach it to them. Если это подходит для данного случая, то я буду учить этой модели. So this, I didn't say knowledge, I said knowing. Я говорю вот это слово, because I want to include my intuition. Несуществительное знание, несуществительное, да. А как, yeah, it's like coaching, это verb, that's like a verb. Да. So this is stuff I know. Это то, что я знаю. But it's also my intuition. Но также сюда входит моя интуиция. What I'm imagining about you is this. То, что я понимаю, а тебе это следующее. Here's my point. Вот что я хочу сказать. You don't get the license to do this stuff until you're really good at this stuff. Вы не имеете никакого права делать вот это, пока у вас не получается хорошо делать вот это. Because all the signals that you need to learn about whether it's appropriate. Потому что все сигналы, которым вам нужно научиться, насколько уместно вот это, you only learn by doing this. Вы этому учитесь только делая вот это. When you know what it's like to coach somebody and have them be in flow. Когда вы научились тому, как быть коучем кому-то, и как делать так, чтобы человек был в потоке, then you'll also notice when what you have done has taken them out of flow. Тогда вы также будете знать, как то, что вы сделали, выводит человека из потока. So this is the foundation. Это основа, это фундамент. 10 years. Then you got a license. Через 10 лет вот это потом вы имеете право достать. Okay. Ему разрешили задать вопрос после того, как Владимир. Да? Окей. Только уступая право даме. Касательно того, если коуч предлагает человеку свою идею, значит ли это в бизнес-коучинге, что коуч должен быть профессионалом в той сфере, в которой он коучит? If the coach suggests an idea to the player, does it imply that the coach needs enough understanding or skill in the area of business that is, when a business coaching is done? Not necessarily. Like yesterday. Yeah, sometimes. No, not necessarily. It's helpful. Это помогает, но не обязательно.
Mostly it's helpful. Чаще всего это полезно, это помогает. Sometimes somebody who doesn't know a discipline Иногда тот, кто не знаком с каким-то сферой деятельности, дисциплиной с какой-то, doesn't have so many should, must, have to у rules. него нету этих правил, которые ты должен или вот так должно быть, да, это обязательно. So I can see more clearly as a novice. Поэтому так, можно такого человека расценить как некомпетентного в этой сфере, но это тоже. On the other hand, knowledge can also help me see clearly. А с другой стороны, то есть это во-первых, с одной стороны не создает ему рамки, а с другой стороны знание помогает все-таки быть более целенаправленным. Никто же не мешает, допустим, консультанта нанять и коуча, правильно? But nobody also stop a client or a player to use a coach and a consultant at the same time. Тоже ты сказал. But nobody stops the player in this case of business coaching. Nobody says that the player cannot use both at the same time as coach and a consultant. Sure. Конечно. And there's nothing to say. And there's nothing to say that the coach can't also consult. Ну и опять же, никто не сказал, что коуч также может быть консультантом. I'm a really good consultant. Я вообще очень крутой консультант. Most of the people I work with over the years have been, about 30% have been consultants. I know consulting better than they do. Большинство людей, с которыми я работал за все эти годы, 30%, это консультанты, поэтому я консультирование понимаю лучше, чем они. That will come with me into the conversation. И это вместе со мной все участвует в А разговоре. он предупреждает клиента, когда он переходит в режим консультирования? Do you let the client understand that you switch from one coach mode to consultant? Only if I fear that by switching I will shut off flow. Только если я предполагаю, или я боюсь, что я, переключившись, перейдя без его ведома из одной роли в другую, могу выключить поток, его поток. So I go inside and I say, okay, is this going to be an interference? То я тогда спрашиваю, не будет ли это помехой? No, it's not going to be an interference. Не будет. Да. Вопрос. Когда клиент набрасывает еще, то, что спрашивали, и потом у клиента есть пауза, и мы видим, что по его языку тела, мы видим, что он хочет рассказать, но боится. It's like the player makes a pause, and then for us it seems that he wants to say something, but afraid to say something. Ну, то есть есть какие-то помехи, которые мешают ему проговорить. Interference that stop him of saying this. Уместно ли коуч спровоцировать, допустим, таким вопросом, что тебе мешает, или давай говорить, заставить говорить? Well, just Та-дам! Сам ответил. Да. Я не понял ответ. Here's the thing. Вот в чем фишка. Somebody once said of acting, there are no rules, but you've got to know them. Это была какая-то постановка театральная. Кто-то сказал, правил не существует, но их нужно соблюдать. Make sure that the rules you have about coaching don't get in the way of you being a human being with another person. Отвлек меня своими, помеху создаешь. Окей, can you repeat it? Make sure that the rules you have about coaching. Значит, убедитесь, что правила коучинга, которые вы определяете, don't get in the way of you being authentic with another person. Не мешает вам делать коучинг по-настоящему по отношению к этому человеку. So you sometimes in a coaching session you have to close your eyes and say, hold on, I want to say this. Иногда во время коучинга тебе нужно просто закрыть глаза и поговорить с собой. Я собирался сказать вот это. But what's my intent? Но для чего я хочу это сделать? С какой целью?
Is it going to help them see more clearly? Это поможет человеку увидеть что-то более ясно? Or confuse them? Или это наоборот собьет его с толку? No, it's going to confuse them. Это собьет его с толку. But I'm going to tell them anyway because I'm really clever. They need to know how clever I am. Он же должен знать, сколько я умею.